Добрый день. Здравствуйте. Готовы пообщаться? Да. Можете представиться на камеру, на телефон? Подполковник Криштоп Максим Сергеевич. Дата рождения и город рождения? Дата рождения 14 июля 1981 года. Место рождения Российская Федерация, Красноярский край, поселок Новоселово. Ваше воинское звание и должность? Звание подполковник, должность заместитель командира полка. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы? Да, даю. Что такое для вас число 424? 424. Сегодня количество дней, суток, которые я провел в плену. 424 дня. Это много или мало? Я считаю, очень много. Каждый день в плену. Можно считать, наверное, не за 3 дня, как при ведении боевых действий, за 5, я не знаю. Ну, сложно как-то оценить в количественном отношении. Давайте, то есть вы сказали, я этого не знал, действительно. Боевые действия считаются 1 к 3, да? Да. Я этого не знал. 400. Просто никто этого никогда не рассказывал. Мы поговорили уже там с 6-7 сотнями военнопленных. Наверное, рядовые просто этого не знают. То есть это норма такая. Да, так установлено законом. То есть человек, который провел год на войне, ему по стажу записывают, там, по выслуге записывают. Сутки за трое. Сутки за трое. Прикольно. 424. А плен относится? Да. Тоже относится, да? Да. 424 умножить на 3, это 1272 дня поделить на 365. Это 3,5 лет, грубо говоря. 3,5 года. Прослужили в плену. А идет же зарплата, все это идет. Да. А зарплата тоже идет с коэффициентом 3? Нет. Нет. Просто выслуга. Сколько у вас зарплата была? 160 тысяч рублей, с небольшим. Это типа штатная зарплата. Это обычная зарплата. Пилота, да? Да. А когда вы на войне, на боевых действиях, она как-то увеличивается? Я сколько участвовал, ничего не увеличивалось. Получается, До момента сбития никаких. Получается жесткий тупняк, потому что мобики получают 195 тысяч. Вы это знаете? Я не могу это комментировать. Мобилизованные и контрактники получают, по-моему, от 230 тысяч. Мобики получают мобилизованные 195 тысяч. Я реально не верю, что офицер, старший офицер получал 165 тысяч. Просто может... Я не обманываю вас. Не, я понимаю. Просто я про это никогда не думал. Сейчас вот просто все мобики говорят, что у них ЗП 195 тысяч. Типа четко. Значит, у вас больше по-любому. 100%. Не может рядовой мобик получать меньше. Может быть, после того, как я оказался в плену, были введены какие-то там надбавки, коэффициенты. Когда вы попали в плен? 7 марта 2022 года. Это только начало, поэтому, возможно, да, этого еще никто. 424 дня или 3,5 года выслуги. Это рекорд, наверное. Хотя есть военнопленные, которые сидят в плену с 25 февраля. И есть даже тот, у кого мы брали интервью, он попал в плен 25 февраля, и он до сих пор находится в плену. Почему его не забирают, мне неизвестно. Он получается вообще еще больше, чем вы. Если он на 15 дней еще больше, на 10 дней еще больше. То есть рекордсмен 435 дней. Расскажите, пожалуйста, вы до Украины принимали участие в каких-то конфликтах? Да, принимал. А где это было? В Сирии принимал участие. В Сирии, еще раз, ваша должность? Заместитель командира полка. Не, имеется в виду летная. Вы... Так она и называется, должность. Заместитель командира полка, он там летчик или пилот? Образование летчик, Угу. а
А должности, ну, различные в полку могут быть. Командир эскадрильи, командир звена. А командир полка это тоже летчик? Да. То есть он тоже может сесть и полететь? Да. Ну, не знал. А самый маленький летчик по званию кто? Ну, начинается с лейтенанта. Вот, дальше Лейтенант уже тоже может штатное летать? звание для летчика капитан. Вот, то есть обычный рядовой летчик вырастает от лейтенанта до капитана. Ну а дальше уже звание в зависимости от занимаемой должности. А лейтенант может летать? Лейтенант, Да. Или... он приступает к полетам. Лейтенант, да. На каком самолете вы летали? Су-34. Это истребитель, да? Истребитель-бомбардировщик. Там один человек или два человека? Двое. Экипаж состоит из летчика и штурмана. Расскажите, пожалуйста, потому что я думаю, как и многие зрители, мы слышали эти слова. То есть я знаю разницу между штурманом и летчиком, но возможно кому-то будет. Вкратце, что делает летчик, что делает штурман? Летчик управляет воздушным судном, вот, выполняет взлет, посадку, осуществляет пилотирование. Задача штурмана – вести навигацию, выполнять боевое применение, прицеливание с различными прицелами. Вот. То есть постоянно взаимодействие происходит внутри экипажа. Каждый делает свою работу, но без точного выполнения одного члена экипажа ничего не получится у второго. Прикольно. Летчик и штурман взаимозаменяемые единицы? Летчик может выполнять функции штурмана, а штурман функции летчика выполнять не может, потому что разное образование, учатся в разных вузах, ну и, соответственно, решают задачи разные. На штурманов учатся отдельно, и летать штурман не умеет, по сути? Да. И в реальности, хорошо, вы летите вдвоем, вы сидите один за одним или? Рядом. Рядом, как в Боингах, да? Вот. Да. А штурман в теории может летать? Но в теории-то... Ну, в теории, понятно, может. В теории можно и медведя научить. Да, тупой вопрос, я прошу прощения. Штурман, ну, у него есть, он может взять... У него есть органы управления, все необходимые для пилотирования, потому что на рабочем месте штурмана могут выполнять полеты такие же летчики в качестве инструктора. Вот, поэтому все органы управления, необходимые для пилотирования самолета, управления системами, у штурмана есть. Вот. И в так называемых контрольных полетах, в инструкторских полетах выполняют полеты два летчика, а при выполнении летчиком тренировочных полетов самостоятельных выполняются полеты летчика и штурмана. Я реально не знал, что летчик и штурман это разные специальности, разные. Я думал, они, то есть типа как должность. Сегодня ты летчик, а завтра ты штурман. Нет. Учат уже на штурмана. Каждый учился, да, по своей специальности, ну и, соответственно, свою работу выполняет. Понятно. И я так понимаю, в Су-34-х, или вы на 34-м лет? Да. Если станет плохо, к примеру, по какой-то причине пилоту, то штурман сможет посадить самолет? Нет, не сможет. Не сможет? Нет, У него не хватит... Он просто это не умеет. Он не умеет пилотировать самолет, выполнять взлет, посадку. Вот. Есть штурманы, которые к этому как бы стремятся, у них лежит к этому, желание какое-то есть у них. Вот. То есть они, когда полеты в составе экипажа выполняются, они могут взять ручку, там, попилотировать на определенных этапах, на самых простых. А взлет, посадка — это наиболее напряженные, сложные элементы полета, поэтому там только летчик выполняет пилотирование. Отсюда я могу сделать вывод, что летчик это круче, чем штурман. Однозначно нельзя. Смотрите, летчик может выполнять функции штурмана, типа там сбросить что-то, куда-то там контролировать радар, а штурман не может выполнять функции летчика. Понимаете, у штурмана тоже есть сложные задачи. Например, применение управляемого вооружения, корректируемых бомб, управляемых ракет, где нужны специфические способности именно того человека, который этим занимался определенное количество времени. Вот, поэтому, допустим, сбросить корректируемую авиабомбу летчик не сможет.
Короче, там, где нужны тонкости и детали, должен быть специалист специально обученный. Типа рассчитать, на какой высоте. Да, да. А я так понимаю, штурман, понимая объект и понимая, что ему туда нужно сбросить какой-то фаб, он летчику ставит задачу, что выйди на такую-то высоту с такой-то скоростью. Или не так? Ну, примерно так. О, все, я теперь, офигеть, я разобрался, короче. Вы пилот Су-34. Это истребитель-бомбардировщик. Да. Вопрос, который, я думаю, интересует всех. Вы можете летать на всей линейке самолетов, которые стоят на вооружении? Нет. На каких самолетах вы можете летать? Ну, я летал за свою летную жизнь на самолетах Су-24 и Су-34. Это когда уже выпустился из училища. И в летном училище летал на учебном самолете Л-39. Вот эти типы мною освоены. Л-39 это что? Это учебно-тренировочный самолет. Еще чешского производства. Вот, Советский Союз. Он был принят на вооружение при Советском Союзе. И Чехословакия тогда еще выполняла поставки в Советский Союз этого самолета. Вот, и на них, ну, в то время, когда я учился, курсанты выполняли полеты, учились быть летчиками. Если вопрос именно прикольный, мне самому для себя интересно. Если вот, к примеру, какая-то супер нештатная ситуация и стоит МиГ, вы на МиГе сможете полететь? Нет, не смогу. Потому что на каждом типе самолета своя последовательность действий с органом управления вооружения. Пилотирование не заключается только в том, чтобы двигать ручку управления самолетом и рычаг управления двигателями. Вот, там же много кнопок, переключателей, других органов управления, которые постоянно задействованы. Алгоритм действий пилота на разных самолетах, он разный. Разный. Типа включить турбину, там открыть заслонку. Я сейчас говорю слова, которые просто тупо в фильмах слышал. Поэтому... И они отличаются на разных типах самолетов, поэтому... Ну и я так понимаю, в обратную сторону. Пилот МиГа не может сесть в сушку и полететь. Вопрос, который, я думаю, всем интересен. На гражданском самолете вы можете летать? Нет. Не на, Нет. ну, а на легкомоторных, на маленьких? Тоже нет. Там же разные силовые установки, разные системы навигации, прицельно-навигационные комплексы, все разное. То есть, грубо говоря, если будет стоять какой-нибудь там Embraer маленький, частный, или там вообще что-то простое, вы не сможете подойти, сесть и полететь? Нет. Это необходимо каждый тип воздушного судна изучать определенное количество времени, потом выполнять на нем полеты контрольные с инструктором, с опытным летчиком. Вот. То есть то, что показывают в фильмах, там я смотрел какое-то кино, когда летел Боинг, что-то случилось с экипажем, и кто-то из салона пришел и сказал, я тут летал на каком-то самолете и могу его посадить, это все фигня. Да. Ерунда. Развеиваем мифы, короче. То есть, если ты научился ездить на велосипеде и хочешь ездить на мотоцикле, тебе надо учить, ну, в принципе, логично. Не, я лично думал, что пилот, он типа универсальный, плюс-минус там одни и те же названия можно... На каждом самолете, типе воздушного судна своя специфика. Испытатели могут летать на нескольких самолетах. Они для этого готовятся, учатся, изучают эти самолеты. Только после этого выполняют полеты. Сколько готовится военный пилот? Ну, срок обучения в училище 5 лет. 5 лет вы выпускаетесь лейтенантом, по чуть-чуть допускаетесь полетом, за там 3-4 года дорастаете до капитана и уже становитесь полноценным пилотом. Ну, Такая механика, примерно да? так. Ну, это я пришел только что к тому, из чего услышал. Сколько летных училищ на родине у вас? Одно летное училище. Краснодарское. А, пилотов готовят только в одном, это училище или институт, или как оно называется? Сейчас называется Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков имени Серова. Сколько пилотов в год выпускает? Ну, я точную цифру не Ну, могу сказать. ваш набор сколько был? Вы выпустили где-то в 2002 году, наверное. В 2003. В 2003. У нас был выпуск. Человек 100? Нет, больше. 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 Ну, порядка 150 летчиков. Это на разные типы самолетов. На то есть у разные. вас прямо группы такие были. Там одни пилоты на сушке, одни на тушке, одни на...
В то время были созданы так называемые учебные центры, и было разделение. В одном учебном центре готовили летчиков истребительной авиации, в другом летчиков ударной авиации, то есть это бомбардировочная, штурмовая авиация. И третий был для военно-транспортной и дальней авиации. То есть, Это вот при институте эти центры. да, вот. Они находятся в разных городах. После того, как 2,5 года курсант-летчик, будущий летчик, изучает теоретические дисциплины, общую массу делят, ну, грубо говоря, на 3 части. Угу. И они разъезжаются в эти учебные центры, где, ну, по крайней мере, у нас так было, где выполняют полеты на учебных самолетах и параллельно также изучают теоретические дисциплины. Ну, понятно. То есть, как у врачей, базовая подготовка у всех одна, ну, что в принципе логично, да, 2,5 года все учат одну теорию, там небо, гравитации, не гравитации, карты, наверное, всякую фигню, а потом идет уже специализация. Или там штурмовик, или там бомбардировщик, или там транспортная история. И в год выпускают всего 150 человек таких. Или каждой профессии по 150. Я сейчас не могу назвать Ну, цифру. тогда у вас. Вот тогда общая масса где-то вот такая была, 150 человек. Немного получается. Год от года по-разному. Все Ну, зависит от набора. Не, я понимаю, ну, Соответственно, оно плюс-минус одинаковое, но сейчас во время войны, конечно, больше. Ну, типа, и плюс раньше выпускают, скорее всего. Неизвестно. Ну, я понимаю, что я задаю вопросы, и навряд ли будет знать ответ. Что мне еще интересно лично для меня про авиацию, это сколько у вас самолетов всего? Ну, вот на таких Су-34. Это современный самолет считается? Да, современный. Ну, Следующий самолет есть какой-то? Следующего самолета именно этого типа нет. То есть, типа, это самый передовой, самый... Да, на данный момент. Это какого типа самолет? Класс. Ну, истребитель-бомбардировщик. Класс такой, а вот это там 4-й, 5-й. Это поколение называется. Поколение, да, прошу Ну, это прощения. очень условное деление. Такое, оно больше для таких журналистско-популистских статей. За него, журналист-популист. Да. Расскажите нам за поколение. Вот. И самолет вообще был как бы изначально 4-го поколения, но ввиду модернизации всех и доработок в процессе его производства ему присвоили поколение 4+. Вот, то есть между 4-м и 5-м поколением, ну, условно говоря. Модернизированная 4-я. Да, А кто это присваивает? Ну, опять же, это очень условно. Это на по уровне характеристикам. разговора. Да. Типа шоу. Да. Вроде и не 4-я, но и не 5-я. F-16 это какое поколение? 4-я. 4-е. Су-34 4+, то есть типа круче. Вопрос, который интересует, наверное, всех, меня в том числе. Если нам украинцам дадут F-16, если вот летит F-16 и летит Су-34, кто кого? Колхозный вопрос, я понимаю, там много условий, ну давайте так. Немножко некорректно. Некорректно. их сравнивать. Давайте вы сформулируете правильный потому вопрос что они к самому себе. разные типы. Это истребители, а это больше бомбардировщик, понимаете? Давайте тогда убираем. Хорошо, кто против F-16 должен вылетать? Ну, однотипный F-16 на... Точнее, аналог, как бы, да, истребитель, как раньше называлось, фронтовой истребительной авиации. Вот, это МиГ-29 ближнего радиуса действия. Вот, то есть корректно было бы сравнивать, допустим, МиГ-29 с Давайте F-16. сравним МиГ-29. Или вы не можете? МиГ-29 я не изучал, вот, поэтому, ну, они соизмеримы по своим возможностям. Причем, если, допустим, брать F-16C, да, допустим, который крайняя модификация американская с МиГ-29, с МиГ-35, которая, ну, глубокая модернизация, то возможности их соизмеримы. Вот тут же в комплексе надо все анализировать. И ракетное вооружение, в первую очередь, возможности прицела, ну, и пилотажные возможности самолета. А я, короче, скажу по-другому. Я понимаю, что по этим классам сравнивать нельзя, но во время войны МиГов было сбито очень мало, потому что МиГи это истребители и работают в основном предназначены для работы для воздушных целей. Типа Да. самолет-самолет, Да. воздух-воздух. С учетом того, что как таковых
боевых столкновений воздух-воздух, наверное, не было. Вы, может, слышали, были такие? Что наши я не украинские слышал. пилоты. Я не слышал. Поэтому они не летают миги у нас, а летают сушки, которые там около Бахмута, короче, и где-то еще залетают. А давайте сравним вашу Су-34 с F-16, которые нам обещают дать, не дать, выдать, не выдать, мы не понимаем пока. Встречаетесь вы в воздухе, летите на Су-34 и летит там F-16C, да? Я даже не знаю, что есть, что были еще буквы даже. Кто кого? В воздухе, но преимущество F-16 будет. В чем это выражается? Потому что он на вооружении, во-первых, ну, прицел, допустим, соизмерим по воздуху, по дальности обнаружения, но ракетное вооружение, именно класса воздух-воздух, у F-16 более дальнобойные ракеты, вот, типа Амраам, АИМ-120, вот, поэтому у него будет преимущество. Теперь для людей на русском. Вот вы летите, F-16 летит, он получается... Друг друга вы увидите одинаково плюс-минус, Ну, что на каком расстоянии вы поймете, что там летит самолет навстречу? Ну, на дальности там порядка 150 километров. Ого, нифига, далеко. Я думал, там вообще Это близко. если мы берем, ну, как бы идеальные условия, то есть это средние большие высоты, вот, большие скорости сближения. Вот. То есть Большие высоты это 5 плюс. Ну, градация высот с 0 до 1000 предельно малые, малые высоты, с 1000 до 4000 это средняя высота, с 4 до 12 это большие высоты. Тут берем число 5000, летите вы. И картинка же идеальная для одной стороны и для второй стороны. На 150 километрах вы видите другую цель. Это я правильно понимаю? На радаре вам показывается точечка. Метка, да. Метка, там скорость, наверное, там какие-то там параметры. В компьютерные игры играл. Что происходит дальше? Дальше, ну, обнаружение, потом в зависимости от того, когда сойдутся все параметры необходимые, ну, как я уже сказал, по скорости сближения в первую очередь, вот, появится возможность прицелу взять на автосопровождение, вот, то есть захватить цель, то есть там, ну, изменяется угол обзора локатора, вот, соответственно, отраженный сигнал от цели приходит на головку самонаведения либо ракеты, либо прицел, ну и, соответственно, таким образом самолет, истребитель, начинает подсвечивать цель, выполняется пуск ракет, ну и, соответственно, ракета к цели идет. Чем на большей дальности головка самонаведения ракеты захватила цель, ну, соответственно, шансов... у того преимущества в воздушном бою, соответственно, больше шансов победить, сбить противника. Насколько я понимаю, в F-16 это произойдет быстрее. Да. Это типа счет идет на секунды, на минуты или как? Ну, все тоже зависит от того, какие За сколько времени два самолета на расстоянии 150 километров увидят друг друга вот так вот? То есть 150 километров это сколько минут лететь, чтобы вы увидели друг друга, визуальный контакт? Ну, до визуального контакта. Ну, воздушный бой, когда визуальный контакт, он уже, ну, совершенно там другие будут все задачи решаться. Поэтому, ну, если взять, что оба самолета летят со скоростью 900 километров в час, да, ну, соответственно, на скорости 950 километров в час это 15 километров в минуту пролетает самолет. Ну, как раз получилось у нас 10 минут. И, и самолеты... В 2 раза. Это если один летит пополам, делим, через 5 минут они как бы должны столкнуться. Угу. И срабатывает механика, кто раньше выпустит ракету. Да. Закрепляем. 2 самолета летят друг навстречу другу. Приблизительно на 150 километрах они увидели друг друга. Вы через сколько сможете выстрелить? Через 5 минут они типа столкнутся, если никто ничего не сделает, и будут лететь по прямой. Понятно, что это чисто математическая задача. Через сколько сушка сможет нанести удар? Так, ну где-то минуты. Где-то через 3, наверное, минуты. А F? F-16, ну если очень все условно, ну, грубо говоря, ну, через 1,5 минуты, наверное, вот так. Возьмем вот так, вот, примерно, разницу. Когда он выпустит ракету,
действия ваши, вы можете эту ракету сбить, правильно? Атаковать? Нет. Вы не можете сбивать ракеты, и они не могут сбивать ракеты. Нет. Нету такого, Нет да? такой возможности. Вы можете, получается, что, только маневрировать и выпускать ловушки, или Ну, тоже такого нет? Маневрирование, применение средств РЭП, радиоэлектронной борьбы. Угу. Какая вероятность, если он выпустит, например, он же может выпустить не одну, а сразу там сколько штук? Ну, как минимум 2 для гарантированного поражения. А, Именно то есть так и делается. 2 выпускается. Да. И тогда получается, что стопроцентное попадание? Нет, ну, вероятность 0,8. 80%. Да. 3, если выпустит? Ну, это считать надо, теорию вероятности. Там, Не, я знаю, что такое. Не. Я не могу сказать. У меня проблема. Я инженер и типа математикой увлекался. Тоже типа разбираюсь. Ну, все, опять же, будет исходить из тех условий, которые дальнейшие. Я Как понял. будет дальше? Будет Короче, развиваться. 3 ракеты, я так понимаю, это жесткая история. Ну, это, вы же понимаете, чем больше кубики бросишь, тем больше вероятность, что тебе что-то выпадет. А сколько на борту он несет ракет? Ну, я не буду сейчас сочинять. Не, ну Я- нагла. я То есть точно там не- 4 или ну, больше? Я думаю, от 6 до 10 он может нести А, спокойно. ну то есть, короче, а у вас в воздух сколько ракет? До 6. И с учетом того, что он видит почти в 2 раза, точнее, может произвести F-16 в 2 раза быстрее выстрел, чем сушка. И если он будет валить свой пол БК 5 ракет, ну я думаю, так никто не делает. Ну это типа глупо, наверное. Причем ракеты же разные, с разными головками самонаведения, понимаете? Для дальнего боя одни ракеты, для ближнего другие. А типа 2 таких, 2 таких, 2 таких. Набор. А, вот, это ответ, почему они все разные, короче. Кто не в курсе. Короче, мой личный вывод от человека, который не разбирается в этой истории, ну, есть специалист, который разбирается. Встреча Су-34 с F-16 с вероятностью 80%, это, то есть большой коэффициент, это подбитие Су-34. Да. Это, естественно, в идеальных условиях, в чистом небе, там все дела. Но мастерство пилота, это, наверное, ключевая история. На дальнем этапе наведения, вот при ведении ракетного боя, Автоматика. больше влияет работа прицела и качество именно авиационных средств поражения, то есть те ракеты, которые есть на вооружении. Вот, а в ближнем бою, маневренном тем более, это в первую очередь мастерство пилота. Спрошу тупой вопрос. Пулеметы есть? Или уже нету такого? Пушки есть, И они реально используются в ближних боях? да. Я думал, что нет. Ну, Нет, почему? сколько патронов в пушке? 150 снарядов. Это снаряды? Ну, они называются пушки, снаряды. Пушки, снаряды. По идее, это немного, если она валит так же, как автомат, это можно за минуту их расшатать. Ну, понимаете, самолет достаточно, тем более истребитель, да, который практически по земле не применяется, да, это второстепенная дополнительная функция его применять по земле боеприпасы. Вот, он бронированием никаким не оснащен. Это вы говорите про сушку? Ну, я беру самолет Да. истребитель, неважно, там в 16 он или Су-27. Модель, он должен работать воздух-воздух. Да, короче. и там попадание 2-3 снарядов вполне себе достаточно для того, чтобы самолет начал разрушаться. Баки в крыльях? Баки распределены по всей. Короче, реально, я так понимаю, всему достаточно пару раз чем-нибудь попасть в самолет, это Да. будет уже нормальный урон. Конечно. С автомата, если летит сушка, что-то можно сделать плохого? Если ты ее видишь на такое расстояние. И чудом, к примеру, из магазина 10 патронов попадает. Все может быть. Но это все равно больно для самолета. Конечно. Куда бы ни попало. Да. Все услышали, бабушки, дедушки подготовили там свои автоматы, пулеметы, которые спрятали. Ну, на каких самых малых высотах вы летали? Ну, высоты. Ну, вот когда на Украине. По руководящим документам, В Украине сейчас меня там захейтят. по руководящим документам ниже 25 метров нельзя летать. 25 метров это вообще сильно громко. Ну, типа 100-200 метров летали. Да. Попадание с автомата вообще, короче, позволяет. То есть, если реально видите самолет, понимаете, что это враги, со стрелкового оружия можно нормально навалить. Если еще в 10 стволов целым взводом
туда кто-то попадет даже 5 патронов. Правильно же я говорю? Ну, типа это из того, что вы говорите. Вы только что сказали фразу, что истребители не предназначены для работы по... Второстепенная их миссия, возможность, это работа по наземным целям. Да. Вопрос, нафига вы используете истребители для работы по наземным целям? Почему не использовать другого класса самолеты? Ну, сейчас нет чистых истребителей, понимаете? Сейчас вся авиация называется оперативно-тактической. В составе оперативно-тактической авиации находятся разные типы воздушных судов. Су-35, Су-34, Су-30. Вот, это основные. Вот, и они являются многофункциональными самолетами. Угу. И заложены равные возможности применения как по воздушным, так и по наземным. Ну типа 50-50. То есть универсальный самолет. Если МиГ это чисто истребитель, Сушка это универсальный. Или МиГ тоже может сбрасывать? Ну, сейчас МиГи могут и бомбить тоже. Понятно. Сирия. Что было в Сирии? Сколько вы там сделали вылетов? Ну, порядка 30 вылетов сделал. Это за какой период вы там... Сколько вы там были в Сирии? Я был 2 месяца. Через день, по сути. Каждый день. Ну, через день вы вылетали. Сколько вы сбрасывали? Потому что воздушных сражений навряд ли было. Была чисто бомбардировка. Правильно? Сколько вы сбросили за 30 вылетов боеприпасов? Ну, от 4 до 6. Не все же вылеты выполняются на боевое применение. То есть можно вылететь, полетать и вернуться? Да, там просто в зоне дежурства находятся самолеты. Просто в определенном районе воздушного пространства находятся. Вот, потом вырабатывают топливо, садятся. Вот. Бывают полеты на боевое применение. Сбрасывать вооружение для того, чтобы сесть, это какая практика? Сбрасывать для того, чтобы обеспечить посадочную массу, вы это имеете? Да. Я просто разговаривал с другим пилотом, он рассказал, что они сбрасывали свои боеприпасы для того, чтобы вернуться и приземлиться. Я такого не слышал, такой практики. Значит, он соврал. Посадку выполняли с теми бомбами, с которыми взлетали. Ну, то есть взлетел, хорошо, по-другому. Сколько штук вы сбросили, если помните, в Сирии? То есть там половина просто дежурств было? Ну, я точно не могу сказать. Вот. Ну, обычный вылет там от 4 до 6 бомб на самолете. Возьмем виртуальную штуку. Из 30 вылетов 10 было дежурств, в 20 дежурствах, в 20 боевых вылетов было сброшено по минимум по 4 бомбы. Что делала Россия в Сирии? Что вы бомбили там? Объекты, ИГИЛ, вот, укрепрайоны, колонны. Вы реально видели эти колонны? Реально, да, видел. На какой высоте это было? Я тут сейчас для себя хочу понять одну историю. Высоты от 5000. Нифига себе, с 5000 метров видно колонну движущейся техники? Да, ну прицел позволяет видеть. Прицел, который на самолете установлен. В смысле не пилот глазами, а... Не, ну глазами с такой высоты. Вот я же... На какой высоте пилот глазами может рассмотреть что-нибудь на земле? Ну, все зависит от характера постилающей поверхности, прозрачности атмосферы. Ну, берем светлое, ну то есть не туман, не облачно. Какая цель? Какая? Прочитать надпись. Прочитать надпись? Да, большими буквами 3-метровыми написанную. Имеем надпись «Дети». Ну, я понял, про что вы говорите. Да. Ну, такая возможность, я думаю, есть. Ну, то есть все, с кем я разговаривал, пилоты, все однозначно говорят о том, что вот ту надпись, про которую я говорю, все поняли, о чем я говорю, о драмтеатре в Мариуполе, пилот в любом случае прочитал. Он знал, что там есть. Ну, безусловно, он не знал, если там дети, ну, надпись он прочитал, но все равно он сбросил ФАБ и убил очень много детей, которые там прятались от бомбежек.
Расскажите, пожалуйста, где вы были 24 февраля 2022 года? 24 февраля на аэродроме На каком? в городе Воронеж. Воронеж. Вы речь Путина 23 числа слышали? Да. Как вы можете понять, точнее, как вы для себя поняли два вот этих чудесных слова? Демилитаризация и денацификация. Ну, исходя из самой... Вам дать воды? Я... Нет, спасибо. И Дайте сжалку. из самого состава этого слова, да, демилитаризация, то есть на русский язык можно перевести это как разоружение. Вот. Ну, а денацификация это, соответственно, ну, изменение или ликвидация этих настроений в обществе. Получается, в украинском обществе, которые подразумевается под словом нацизм, фашизм в этом плане. Давайте поговорим про первое слово. Вы как старший офицер, расскажите, как можно демилитаризировать армию другого государства? Демилитаризировать, но это в первую очередь либо эту армию уменьшить, то есть, ну, если так рассуждать очень по-простому, то... Говорите по-простому, можно нецензурными словами. У нас YouTube канал, мы тупо это все имеется стандарты. в виду, уменьшить количество вооруженных сил. Вот. Если Убить, короче. Нет, я только начал, как бы. Извините. Вот. То есть это вопрос, который решаемый мирным путем, либо в ходе вооруженного конфликта. Как вы... Прикольно. Вот чем отличаются обычные мобики, контрактники от офицеров. Офицеры реально что-то говорят. То, что сказал сейчас собеседник, я такого не слышал. Ну, то есть, для всех разоружение, демилитаризация, никто не может объяснить, как это может быть. Вот реально, из там 600 человек, все говорят, мы фиг его. Ну, во-первых, половина этого слова не знает. Вторая половина, которая знает, нифига не может сказать. Но тут уменьшение числа вооруженных сил путем принуждения там, какими-то политическими, не силовыми способами. И второй, это в ходе вооруженного конфликта. Чтобы сработал первый механизм. Типа вот у нас сколько армия, вы знаете, до вторжения было? Ну, порядка 150 тысяч. Сколько населения государства вашего, родины? 140 миллионов человек. А население Украины? 45-43. Ну, сейчас. Единственный из всех, кто назвал цифры без вот этих миллиардов, короче, мы про это отдельно поговорим. Разница просто колоссальная. Конечно, не все. Офицеры есть тоже такие. Кто смотрел, тот поймет. Но да, там 150-180 тысяч вооруженные силы. Как можно политически, назовем это политически, уменьшить количество вооруженных сил? Политически? Ну, путем, выдыхайте куда-то сюда, чтобы, Я понял. потому что мы там в тумане ежики сидим. Путем создания общественного мнения, политической обстановки в стране, в первую очередь в руководстве военно-политическом. Вот. То есть, если брать какую-то страну, то есть создание правительства, которое будет поддерживать твои интересы, ну, в частности, той страны, которая в конфликте находится. Вот. Если это решается путем недоведения до открытой фазы вооруженного конфликта. Вот. Подобью, как я понял, вы скажете, правильно я понял или нет. Поменять политическое руководство или
принудить существующее политическое руководство к уменьшению вооруженных сил. Например, из 150 тысяч оставьте себе 30 тысяч и только, например, там пограничники, уберите все там ракетные войска, там авиавойска, правильно я говорю? Ну, типа такого. Фактически, да. Да. Вооруженное уменьшение – это полноценный конфликт и уменьшение численности и вооружений за счет проведения боевых действий. Правильно? Правильно. С этим разобрались. Теперь давайте вернемся к самому интересному. Вы сказали нацистские и там, фашистские настроения в государстве. В обществе, в государстве. В обществе, в государстве. В чем должны выявляться фашистские и нацистские? Как это вообще происходит? Что мы должны, украинцы, такого делать, что вас заинтересовали мы, чтобы нас идти денацифицировать? Что мы делали? Давайте так вот. Чтобы на факт, без виртуальности, а на реальных фактах. Ну, понимаете, такие оценки действий и деятельности целого государства я не могу давать. Ну, предположите. На своем уровне. Вот на своем уровне, что мы такого делали, что нужно было, чтобы ваш царь объявил: идем этих хохлов денацифицировать, потому что они нас задолбали. Что не нравилось в наших действиях? Ну, я оценку и взгляды высшего военно-политического руководства не могу знать. Я думаю, это будет популярный ответ сегодня. Не могу понимать, понимаете. Ну, вы же человек. У вас есть кто-то знакомый родственник в Украине? Нет. Нету. По новостям вам рассказывали, что здесь, короче, понятно. Вы новости смотрели? В России? Ну, конечно. Очень сжато и так. Не ставил себе целью никогда отслеживать новости, постоянно смотреть что-то, в порядке. Вот. Получилось посмотреть, получилось. Я могу подбить такой итог, что вы не знаете, что у нас тут нужно денацифицировать, но пойду выполнять приказ. Фактически, да. Да. Бомбя мирные города, это денацификация? Мирные города нет. Ну, мы же понимаем, что бомбежки происходят каждый день, через день, как ракетами, так и фабами. И тогда, в начале войны, когда вы хотели воевать, начинали воевать, вы тупо бомбили все, что хотели. Такого не было. То, что хотели. Не, имеется в виду то, что вам давали цели, вы туда летели и бомбили. Выполняли задачи поставленные. Выполняли поставленные задачи. Какая разница между нацизмом и национализмом? Точнее, дайте определение термину национализм и потом термину нацизм. Национализм – это преследование идей и символов, что ли, своей нации, своей страны, своего общества, своих взглядов каких-то. Совершенно верно. А нацизм – это крайняя форма, когда вот эта идея своей нации перерастает и становится формой того, что своя нация имеет какие-то преимущества, является лучшей по отношению к другим нациям и национальностям. Совершенно верно. Это еще какие формы однозначно утверждают, где нацизм, а где национализм. Формы внутри идеологии. Когда начинается преследование какой-то другой нации. Совершенно верно. Тогда это на примере фашистской Германии, это арийская вот эта вот идеология, да? Да. Тоталитаризм. Это куда? Тоталитаризм – это в первую очередь тотальное превосходство какой-то нации, но и навязывание своих интересов именно военным путем. Да, я неправильно сказал, мне надо было сказать авторитаризм. Но авторитаризм – это форма правления. Да.
государстве. Смотрите, говоря про авторитаризм, Авторитаризм. Если мы сравниваем фашистскую Германию с современной Россией, мы можем сказать, что это похожие истории или нет? Я считаю, неуместное сравнение. Почему? Ну, Гитлер сколько был у власти? Как он пришел к власти? В что это переросло? И чем закончилось? И точно так же Путин сколько у власти? насколько я помню, если ничего не путаю, в конце 20-х годов Гитлер пришел к власти, в начале 30-х уже утвердился. Ну и, соответственно, та политика реваншизма, поражение после Первой мировой войны, соответственно, кризисы все в Германии привели к тому, что Гитлер пришел к власти достаточно просто, ну, относительно просто. Вот. Его привели, поддержало население Германии. Вот. Ну и, соответственно, после того, как он пришел к власти, в 30-х годах попустительство ряда держав европейских, ну, основных на тот момент это Франции и Англии, привело к тому, что он укрепился, начал возрождать вооруженные силы свои. Вот. Ну и, соответственно, начал то, что он начал в 1939 году. В 1933 году, если я не ошибаюсь, Гитлер пришел к власти. Это был непростой у него приход, потому что их партия набрала не большинство, и они не смогли сформировать коалицию по-современному в Рейхстаге. Знаете, кто им помог развалить и все-таки заставить дать Гитлеру власть? Ну, вы намекаете на союз со Сталиным? Те, что я намекаю? Коммунистическая партия. Ну, это... Сталин там тогда еще четко говорил, что он германской коммунистической партии запретил сделать, что дало толчок выдвижению Гитлера к управлению, по сути, началу всему. Но кроме, если вспоминать, был пакт Молотова-Риббентропа, да, когда заключили договор о взаимном взаимодействии, вот, сотрудничестве, да, вот, ну и, соответственно, были возвращены в состав Советского Союза территории Западной Белоруссии, Западной Украины, Молдавии, насколько я помню, там Бессарабии. Вот. Ну и, соответственно, был еще такие деятели, как Даладье с Чемберленом, они ж тоже там заключали с Гитлером договоры, соглашения, что, в принципе, привело к атаке там в Судетской области, насколько я помню, в Чехии и прочее. Вот. Присоединяли, возвращали Германии те области, которые были у Германии отторгнуты по результатам Первой мировой войны. Вот это все потихоньку привело к тому, что началась Вторая мировая война, соответственно, Великая Отечественная, после нападения Гитлера на Советский Союз. Что было до нападения до 1941 года? В 1939-м что было? В 1939-м Гитлер напал на Польшу. Да. Брест, помните, такая была история во Второй мировой войне? Кто завершал осаду и, по сути, взятие Бреста? Брестской крепости. Потом в 1941 году или в каком? Ну, до 1941 года. Сейчас не могу сказать. Ну, Красная Армия помогала фашистской Германии взять Брестскую крепость, и потом там еще был парад. Было что такое? Ну, я не буду спорить. Ну, это было. Как видите, со всех бесед на канале реально самый, ну, это комплимент, к сожалению, хоть вы пришли нас убивать и убивали. Самый подкованный и умный собеседник. Он знает то,
Чего другие не знают и никогда не узнали бы. И не узнали бы никогда, если бы не пришли на поговорить. Вы же не отрицаете тот факт, что с 1939 по 1941 год Советы были союзниками фашистской Германии. Не отрицаю. Ну, вот. Вы будете отрицать факт того, что в 1922 году, 24 февраля, Россия вероломно, как это пишут про Вторую мировую войну, про Великую Отечественную, напала на Украину? Не буду отрицать. Почему? Ну, факт нападения был. Был. Ну, вероломно или не вероломно, я тут оценку не буду давать. И По говорить. 6 направлениям 180 тысяч человек с залпами ракет высокоточных, невысокоточных, всяких градов по Харькову, ураганов и колонны зашли. Это не вероломно? Без объявления чего-либо. Это нападение, но вы же понимаете, что война не начинается по щелчку пальцев и за один день, за один час. Понимаете? Понимаю прекрасно. Вот, ну, то есть этому предшествовало какие-то и политические решения, политические моменты, и подготовительный этап, понимаете? Ну, то есть, я думаю, то, что произошло, это в первую очередь не то, что недоработка, а провал именно дипломатических кругов. Офигеть, расскажите, короче. Ну, я так считаю. Не, очень интересно ваше мнение. Ну, Понимаете? Ну, с вами реально интересно беседовать. любую же драку можно предотвратить разговором предварительным. Ну, так, если очень примитивно разговаривать. Да, наверное. И тот клубок противоречий, который привел к вот этому вооруженному конфликту, который сейчас происходит, вот, его же можно было решить за столом переговоров. Можно было. И я считаю, что западные страны все делали для того, чтобы этих переговоров не состоялось, понимаете? Почему вы так считаете? Я думаю так. Потому что выгодно Европе и, в первую очередь, Соединенным Штатам Америки для того, чтобы произошел конфликт, произошла война между двумя странами, которые когда-то жили вместе. Зачем им это надо? Для того, чтобы славянские народы уничтожали друг друга своими руками. А давайте попробуем посмотреть под другим углом. Во-первых, мы не будем использовать там, глобально славянские народы жили рядом и жили хорошо и дружно и хлопали в ладоши. Я не говорил хорошо или дружно. Жили вместе, я сказал. А что значит вместе тогда? Ну, в одном государстве. Ну хорошо, потом мы захотели пожить отдельно, ушли. Почему вас с этого момента очень сильно тревожит, что у нас происходит, какие у нас внутренние процессы? Почему вас интересует, что мы захотели пойти, взяли точнее европейский вектор жизни, образования, уровня жизни, возможностей и прав свобод человека? Почему вас так это сильно трогало все время? Я не могу сказать, что прям сильно это трогало как-то. Сильно трогало, я утверждаю. Ни одного вечера по новостным каналам у вас не было без упоминания Украины. Но нельзя судить только по новостным каналам. Хорошо, Понимаете? по-другому. Если они не отражают настроений, там, умов и прочего всего Согласен, общества. согласен. Почему вас не трогает, что там в Китае? Почему вам стало, почему вы, как бы вот так сформулировать однозначно, чтобы, почему вы мешали нам спокойно уйти и заниматься тем, чем мы хотим? Я не знаю. А я знаю. Ну, у меня же, по идее, получилась простая формулировка. В 90-х годах мы ушли. Плохо у нас тут, хорошо. Коррупция, не коррупция, там, беспредел, не беспредел, Майданы. Какое вам до этого дело? Ну, вот, типа, в реальности вот такой простой вопрос. В реальности никакого дела нет. Так почему тогда вы идете сюда защищать каких-то там мнимых русскоязычных? Я не знаю. 424 дня. С вами на моем родном языке много людей говорило? В количестве... Больше на русском. Ну, давайте так, сколько процентов людей с вами говорило на русском языке?
Вот если бы было 100 человек, сколько с вами бы говорило? Подавляющее большинство. Львиная доля. Да. Одним из тезисов у вас там является то, что здесь ущемляют русский язык. Вы как старший офицер можете сказать, как меня, потому что я говорю на русском языке 99% всего времени. Я могу разговаривать на украинском языке, но мне проще на русском. Как меня можно заставить не говорить на нем? Вы пришли защищать меня как русскоязычного. Заставить не говорить вас, наверное, не может никто, вот, но определенные же шаги делались. Какие? Давайте их разберем. Насколько я знаю, может, я... Давайте, что вспомните. Не то чтобы о запрете, а на запрете там, в общественных местах, там про документооборот. Я так очень поверхностно знаю, слышал о ведении всех вот этих вот документы у нас официальных бумаг. Все документы у нас всю жизнь велись на украинском языке. Был же какой-то законопроект этому. Смотрите, все документы на территории Украины у нас в Украине всегда велись только на украинском языке. Всегда. От момента, как это все там устаканилось, утвердилось там спустя какое-то время после откола, все заявления, все ведутся на украинском языке. Официальные договора, все ведется на украинском языке. Всегда так было. Не только 10 лет, и 15 лет, и 20 лет. Я же говорю, я знаю поверхностно об этом моменте. Что в этом плохого? Что в независимом государстве, у которого есть официальный статус украинского языка, как национального языка. В этом ничего плохого нету. Так в чем я же не сказал, что это плохо. Я говорю, вспоминаю и говорю вам, какие моменты я слышал. Да, второй момент вы упомянули. Я просто хочу сразу ваши тезисы разваливать. Запрет общения на русском языке в общественных местах. Да. Как вы себе это представляете? Я это себе никак не представляю, поэтому такой момент, я считаю. Это чушь и бред, которую вам придумали. У нас разговаривают на всех языках, на которых только, то есть, я даже не могу это комментировать, потому что я себе этого представить не могу. Я поправлю вас. Да, есть закон, в котором написано, что если человек в магазине обращается на украинском языке, то ему должны отвечать тоже на украинском языке. Есть такая норма. Есть даже идиоты, которые бегают, этим тычатся, типа находят кого-нибудь, кто там плохо разговаривает на украинском, и ходят типа там на камеру, тиктокают, потом вызывают полицию. Но это все чушь и бред. У вас точно так же такого хватает. Я с таким прищемление по национальным признакам. Ары, которые пришли из гор. Метель от русских в метро, во всяких приколах. Есть такое? Есть такие случаи, да. Их не то, что есть, их там есть и есть. Есть у нас закон, в котором написано, или постановление, я не помню, поправьте, напишите в комментариях, где написано, что если потребитель заходит в магазин и обращается к продавцу на украинском языке, продавец обязан отвечать на украинском. Была обрезка. Да, мы закончили на языках. Есть вот этот закон, который я говорил, но это скорее бредовый закон, и ходят люди, хайпуют, не хайпуют над этим, там пристают к переселенцам, которые переселились. Я не поддерживаю эту историю. У нас нет проблемы с языком. И те, кто пишут мне в комментариях и Вове о том, что почему вы не разговариваете на родном языке, какой будет разговор, если я сейчас перейду на украинский язык. Наверное, уже за 400 дней там он выучен, плюс-минус, да? Я понимаю. Да, что в этом будет? Это будет типа реально троллинг или издевательство какое-то. Поэтому язык, что-то еще было? Мы говорили там нацизм, язык. Вы имеете в виду причины этого? Да, или то, что не нравится россиянам в украинцах? Давайте, что не нравится россиянам в украинцах. Такой проблемы не существует. Существует.
Лично у меня никакой ни антипатии, там, тем более ненависти нету даже вот, ну, по прошествии столько времени в плену к украинцам, к Украине. Я, основываясь на своих внутренних убеждениях и ощущениях, могу сделать несколько таких интересных выводов. Это то, что общаясь, ну, действительно очень много прошло через нас. У меня сложилось в принципе однозначное мнение о том, что подавляющему большинству ваших сограждан, точнее подавляющее большинство ваших сограждан завидуют нам. Завидуют? Да, в прямом смысле слова. И отсюда я делаю следующий вывод, что нельзя, чтобы, наверное, Путин, ну, ваш царь, напал на нас, чтобы подкосить вот эту вот нашу, назовем это там успешность там, или как-то. Потому что мы на вашем фоне стали сильно отличаться. У нас есть безвиз, там, свободное передвижение, чем пользуется очень много людей в процентном соотношении. Из военнопленных там, из 100 человек только 1 или 2 были за границей. У нас статистика совершенно другая. Но эти ограничения, они не только, ну... Я не говорю про формат виза нужна, не виза нужна. В принципе, мы живем лучше, чем вы до войны. Я не могу сказать это. Я не жил в Украине, не был и не общался с людьми Совершенно из Украины. верно. Я поэтому объективной оценки не могу давать. При этом я же могу утверждать, что вы живете намного лучше, чем средние люди. Ну, наверное, да. Ну, Не намного, ну, как бы. Лучше. Ну, у вас, скорее всего, нету кредитов. Или есть? Нет. Нету. Потому что у вас зарплата 165 тысяч для РФ это очень много. С учетом того, что средняя, наверное, 20 по всей стране. То 165 у вас там машина, квартира, там у жены машина. Все, наверное, есть и все. Служебная квартира. Ну, тем более. То есть, и общались вы в кругах себе равных и не видели большинство всего, что там за забором происходит. Наверное. Да, ну, я бы так не сказал. Я ж не на Луне где-то находился, понимаете, не в изолированном каком-то вакууме. Вот. Как бы объективно видно в стране, что как бы, как живут люди. И что видно в стране? Сильно по-разному. Очень большое расслоение в России общества в материальном плане. Я не могу сказать, что там какая-то повальная бедность или нищета, или все прям поголовно плохо живут, но, наверное, могли бы лучше. Должны были, не могли бы, а должны были. Вы страна, которая продает природные ресурсы всему миру, и у вас газа нет у подавляющего большинства граждан. Как это объяснить? Опять же, много факторов, влияющих на это. Давайте, оправдайте свое правительство, мне очень интересно. Я не хочу оправдывать. Не, мне же интересно, в чем проблема протянуть. Вам включить сейчас 100 роликов с ваших богатейших регионов, где добываются алмазы, нефть, газ, и люди до сих пор палят печи для того, чтобы обогреваться. И при этом говорят, газ проходит по соседней улице, а нам не могут дотянуть уже 20 лет. Я прекрасно знаю. Я послужил во многих местах. Давайте я послушаю оправдание, почему. В командировках оправдания тут как бы никакого нет. Вот просто большая протяженность страны. Ну, это один из факторов. Я не говорю, что это основной, но это как бы влияет, понимаете? Влияет. Разбросанность населенных пунктов. Вот. Но я думаю, что при желании, в первую очередь, государственных структур, власти, можно было, конечно, эту проблему решать быстрее и лучше, чем сейчас есть на самом деле. Ее не решают вообще никак. Ну, потихоньку все равно газификация происходит. При таких темпах, там поколений за 5, за 6 доведут в село, где уже не будет ни одного человека, трубу, которой нафиг не надо. Ну, давайте сравним Арабские Эмираты и вы.
Что там сделали за 30 лет? Ну, даже есть куча фотографий. Я знаю, Ну, я видел эти видели, фотографии, да? да. И что у вас? Богатейшая страна. Только народа ни хрена. Знаете, последнее пленное, что рассказывают? Почему пошли воевать? Ну, я тоже слышал разные. А расскажите, что слышали. Ну, про кредиты вы уже говорили. У нас сейчас топ-комментарий. Они набрали кредитов, а мы за эти кредиты умираем. Ну, это наша оценка наших подписчиков, наших граждан. Да, и я ж не спорю. Вы спросили Да, второе, что говорили. причины. Ну, разные самые. Давайте там 3 причины. Топ-3 причины. Кредит уже был. Я не про топ-3, я говорю то, что я слышал, понимаете? То, что, ну, вот так вот просто резало по ушам. Некоторые, Что еще резало? ну, один человек такую тему озвучил, что зубы хотел вставить. Вот даже такое было, понимаете? Вот. Но это как бы не то чтобы причина, это может человек так шутил, блин, теперь уже шутит, находясь в плену, что я вот пошел вот так вот. Я думаю, у него беда с зубами была. Чтоб решить свои какие-то финансы. Ну, это просто отвлеченно. Вот. Чтоб решить какие-то свои финансовые. Да по-разному люди мотивируют вот, свои действия. Бывают и такие случаи. Я ж не спорю, что такие люди есть. У каждого в голове свои тараканы, блин. И что людей двигает на те или иные поступки, блин. Может, он через день, там, через два уже осознает это и как-то свои действия даже не понимает, ну, то, что он сделал. Но что сделано, то сделано. Опять же, со своего опыта могу сейчас ссылаться на него. Добровольцев очень мало. Практически нет. Я говорю про то, что мобилизация у вас так и не заканчивалась. Есть пленные. Я не знаю, когда выйдет эта беседа. Реально не знаю. Но есть пленные, которые в плен попали, которые уже попали в плен сегодня на 5 мая. Они были мобилизованы 20 апреля. Как вам скорость? 20 апреля военкомат, 5 мая ты в плену. Это при том, что царь рассказывает месяц минимум усиленная подготовка, обучение, все дела. И это не зэки, это мобилизованные, там, фиг знает откуда их оттуда притянули, одели, обули. Ну, всех собак же нельзя вешать на одного человека, понимаете? Не, я понимаю. Это... Не, стой, на кого? Вы про кого? Ну вот если брать такие моменты, когда неподготовленных людей отправляют, но это не виноват же Путин, понимаете, в этом? Это виноват. Это, ну, изначально-то... Знаете почему? Я понимаю, что вы хотите сказать, что Путин хороший, а виноваты те командиры, которые его сюда прислали. Я этого не сказал, я говорю, виноваты те люди, которые... Прислали его сюда неподготовленным. Да. Да, а если они положили на царя, о чем это говорит? Логика. Если царь говорит, месяц минимум каждый мобик должен пробыть на полигоне. А 20 апреля он пришел в военкомат, 21-го его уже начали куда-то везти, 25-го он уже был на территории Украины, и через 10 дней он попал в плен. Кого нужно в этой логической цепочке покарать? Чувака, который выписал повестку, военкома, который его отправил, чувака, который на полигоне за 15 минут принял решение о том, что он готов идти умирать за какие-то идеи, мы сейчас тоже эту тему затронем. И царь в этой цепочке не виноват. О чем это еще говорит, помимо того, что все ложили на царя? Это, понимаете, каждый должен свою морковку грызть. Все грызут. Поступила команда срочно 100 человек под Лиман. А там говорят, у нас нет, еще месяц не прошел. Меня это не волнует, срочно 100 кусков мяса мне в окоп под Лиман. Ну это привет тем командирам, которые это организовывают. Командиры, вам привет, вы лучше. У нас был рекордсмен. У нас был пленный, который повоевал 1,5 часа. Помните случай, когда на полигоне, по-моему, я не помню, так, чтобы не соврать, ну, короче, кто-то не русский,
ну точнее русский, но не русский. Типа там дагестанцы или чеченцы на полигоне расстреляли взвод мобиков. Так вот, туда привезли чувака, который, у нас есть интервью на канале, чувака привезли, который на полигоне побыл 5 дней, потом его привезли на позиции с полигона, и он через 1,5 часа попал в плен. Так, по-моему, интервью называлось. Плен за 1,5 часа. И он рассказывал, как там расстреливали этих чуваков, что потом вся часть ходила на следующий день слепоглухонемыми, потому что все были в шоке. Идеология. Все-таки, какую цель реальную, ваше мнение, преследует ваш царь? Потому что этих два слова даже ваши Геббельс ТВ не могут трактовать правильно. Цель, ну, поточнее сформулируйте вопрос. Когда у вас будет победа? Цель именно вооруженного конфликта на территории Украины? Что Цель войны. Когда вы объявите, что СВО ваше завершилось? Я не могу знать. Я не могу ответить на этот вопрос. Никто не может ответить на вопрос. Не рядовой, который сидит в окопе, я задаю вопрос, что тебе командиры говорили, когда ты домой поедешь? Разводит плечами и говорит, я вообще типа ни хера не понимаю. И вы замначальника части или штаба? Заместитель командира части. И вы замком части не можете ответить на вопрос, когда победа. Кто-то, на каком уровне у вас знают, когда победа? На каком уровне? Я думаю, уровень генерального штаба, высшего руководства. Подчиненным не надо доводить это? Нет. Не нужно доводить, за что они воюют и когда победа? Понимаете, у каждого военнослужащего на своем месте своя задача. У солдата она одна, у командира взвода другая. Солдат знает вот такой объем информации, командир взвода вот такой объем информации. Великая Отечественная война. Солдаты знали, когда финиш? Нет. Солдаты Красной Армии знали, когда финиш? Нет, не знали. Хорошо, первоочередное. Ну, нет, я имею в виду в глобальном плане, ну как, разобьем врага и все будет хорошо. Вот это они знали, понимаете? Да. Вот. Но когда это закончилась бы война на границах Советского Союза, на границах там, я не знаю, Польши, там, Чехословакии, еще каких-то, на границе Германии, понимаете, в Берлине, за Берлином. Этого же не знал солдат, который сидит в окопе, который начал воевать в 1941 году. Понимаете? Я вот это имею в виду. Хорошо, но первоочередную эту идею он знал. Мы должны разбить врага, который пришел на нашу землю. Да. И освободить нашу... Но это скорее лозунг, чем задача, понимаете? Каким лозунгом ваши пользуются? Разбить врага? Ну, я думаю, да, что-то типа этого. А враг это НАТО, вся, альянс. Весь альянс НАТО? Да нет. Ну, вот сейчас так по Геббельс ТВ передают, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Ну, то, что говорят по новостям в России, я не могу сказать, я не знаю. Вот, я их не смотрел и не видел. Ну, я вам говорю, что так говорят. Что там сейчас озвучивается, какие... Ну, не знаю, я не могу сказать. Какая мотивация у ваших солдат? Ну, понятно, у вас спрашивать бессмысленно, потому что выполняли приказ, получали зарплату. Лететь лети. У солдат, которые сейчас, мобики. Какая у них может быть мотивация? Может быть мотивация. В формате лозунга. Бей врага. В формате лозунга, если брать. Защита своей страны, защита своих интересов. Вот здесь даже на территории другого государства. Понимаете? Может быть вот такой лозунг. Сидит вот здесь тувинец, рядом с нами, которого мобнули 20 апреля. Хрен знает где его поймали, вручили повестку и сказали: чувак, ты идешь валить врага в Украину. А если ты не пойдешь, тебе 15. Ну, вы же знаете, что... Вы имеете в виду уголовную ответственность за... Конечно. Вы же знаете, что
добровольно пошедших по мобилизации, их единицы. Это как раз, ну, нету даже таких. То есть все, кто там мне рассказывали на беседах о том, что я пришел получить новые ощущения, выяснилось, что ни хрена, он просто получил повестку и себе придумал историю. Я еще не воевал. У 8 из 10 это финансовый мотив. Ну, точнее не так. Все по новой. По Добкину. 50% это бабки. 40% людей это предлог, меня посадят на 15 лет, от 10 до 15, разные называют срока. И 10% это, назовем так, добровольцы, случайные пассажиры, искатели новых ощущений, там еще чего-то. С такой армией можно что-либо победить? Как-либо победить? Сложно. Почему? Ну, потому что морально-психологическое состояние, особенно в состоянии конфликтов, в состоянии войны, оно должно быть высоким, вот, должно поддерживаться соответствующее. Вот. Это же в первую очередь угроза твоей жизни. Вот. И лезть под пули и под снаряды, держа в голове какие-то деньги, которые ты, может быть, получишь, а может, они тебе уже не пригодятся. Но я не считаю, что это какая-то высокая мотивация, которая может толкнуть человека вот, убивать кого-то, подобного себе. Вот. Ну и, соответственно, рисковать своей жизнью. Да, и вторая сторона медали, я только что придумал. Чувак, который пришел сюда за бабки, он не будет качественно выполнять ни одного боевого распоряжения, потому что его задача здесь выжить. Логично? Логично. Ну, то есть нафига ему идти куда-то рисковать своей жизнью, если он пришел сюда заработать денег, чтобы потом эти деньги потратить. Ну, как бы. Точно так же чувак, которого силой, по сути, заставили с соображений того, что или тюрьма, или иди воевать. Ну, нафига ему идти умирать за непонятные идеи, если даже замначальника части не может четко объяснить мотивы войны и что здесь не так. Надуманный нацизм, которого точка нет. Ущемление русскоязычных. За это стоит идти за 10 тысяч километров в чужую страну? Ну, понимаете, Первая мировая война началась из-за убийства коронованной особы в Сербии, по-моему, если я ничего не путаю. Понимаете, и это переросло в войну, в которой участвовали десятки стран. То есть какие-то предпосылки и какие-то противоречия, они же изначально были. Просто какой-то детонатор, толчок минимальный привел к тому, что вся Европа начала воевать друг с другом. Рассказать вам, что моя теория, моя версия, что произошло. Расскажите. Внутреннее состояние людей в РФ настолько плохое, и элиты, видя это, не зная, что с этим делать, Крым наш уже прошел, но он очень дорого обходится. Обнищание народа, бесконечная коррупция и бесконечные там вот эти вот истории там с кавказскими приколами, назовем это так. А у Путина на носу выборы, ему нужно было что-то показать. Выбрал он себе флаг собиратель земель русских, потому что Чечню собрали там, Дагестан собрали, там везде все собирали, воевали, но типа рашка растет. И возникло у него желание присоединить еще назад под каким-нибудь любым соусом, там, Альянс, СНГ-2, СНГ-3, или там конфедерация, федерация, каким-нибудь макаром сразу добавить себе 40 миллионов человек и нормальный кусок территорий. Ну, да, и план, который они нарисовали, заключался Киев за 3 дня. Первые чуваки, которые попадали к нам на беседы, они говорили нам, командиры, когда мы были еще там в Белгородской области, говорили, берите еды, там 3-5 дней максимум. Это, то есть, это то, что сидит пленный и рассказывает. Я не спорю с вами. Я же тоже не могу это придумать, это то, что рассказывают. Но что-то пошло не так. Что пошло не так? Что пошло не так? Да.
Почему война не получилась в более короткие сроки? Почему Блицкрига не было за 3 дня? Ну, 3 дня это так, ну, очень условно, конечно. Ну, мы понимаем, там 3-5 дней, 7 дней. Быстро, молниеносно зашли. Пришел, увидел, победил. Ну, в первую С очередь, учетом того, что вы 424 дня здесь, а война уже идет там 460, наверное, 450 дней. ну, в первую очередь, я так думаю, почему это все продолжается до сих пор, это поддержку страны Европы, Америка оказали очень существенную Украине, что в политическом плане, что в военном, что в экономическом плане. Конечно. Вот. Большая, существенная. Львиная часть всех вооружений и финансов во время войны — это поддержка наших партнеров и Рамштайна, и Великобритании, и США. Ну, вот. Далее, ну, наверное, готовность руководства украинского. Вот. Отстаивать свою страну. Ну, то есть бороться. Вот. Ну, опять же, помощь же не только со стороны Запада какими-то материальными средствами, да, экономическими, но и наемники, люди, которые с других государств участвуют в вооруженном конфликте, это тоже оказывает влияние на Почему слово наемники используется? наемники, ну, потому что они граждане другого государства, воюют на территории, ну, в частности, Украины. А зачем вы используете слово наемники, а не добровольцы? Но они же не за спасибо же воюют, правильно? Они же получают какие-то деньги за свое участие. Это не наемники. Мы сейчас поговорим про наемников. Это добровольцы, которые вступают в добровольческие батальоны, подписывают контракт с нашими вооруженными силами, и страна им платит зарплату. Ну, я понял, но, Это не наемник, это принципиальная разница. но они же не граждане Украины. Не правильно? граждане. Ну, У нас официально... можно назвать как бы разными словами формирования, в которых они участвуют, но все равно же это... ЧВК «Вагнер» — это кто? ЧВК «Вагнер»? Да, вообще все ЧВК. «Поток», «Вагнер», «Шторм». Частные военные компании. У вас по закону они что? Запрещены. Я вам найду видео. Сейчас не готов Я вам... по этому вопросу что-то говорить. Нет. Хорошо, пусть будут наемники. То есть первая политическая поддержка, военная поддержка, финансовая поддержка стран Запада и всем неравнодушным. Пусть будут наемники, но это добровольцы. Там принципиальная разница. Я сейчас докажу. Что еще? Почему не за 3 дня? Ну, как я сказал, готовность руководства. Ну, Руководство, 3-й пункт, согласен. Всего народа Украины воевать, продолжать. Ну, всего, не всего, я не могу сказать. Я не знаю ни статистики, ни там общественного мнения. Вот. Ну, по крайней мере, тех вооруженных сил, которые участвуют, готовность. Ну, Я с вами согласен. Твои задачи решать, как бы. Я с вами согласен, но не согласен в последовательности. Самый первый пункт — это готовность народа, нас, воевать с вами, с оккупантами. Отсюда появилось понимание. 3-й пункт ваш, мой 2-й пункт — это наше руководство никуда не сбежало. Оно увидело, что в первые дни войны наша тероборона, наши спецы, наша полиция, пограничники все вступились и начали воевать. Никто не стал отступать. Где-то, да, были захваты, где-то прорывы, куда-то вы дошли, но народ стоял. И руководство страны, какое бы оно ни было, хорошим или плохим, никуда не убежало, хотя все ваши пророчили. Зеленский уже в Берлине, в Лондоне, в Вашингтоне.
Да, есть куча депутатов, которые свалили, но я думаю, что ими займутся, когда придет время. Там. На первом месте народ. Сказал, нихера мы не будем, короче, ложиться под рашку. Второе. Правительство. Третьим пунктом поддержка партнеров из Запада, потому что она произошла намного позже, чем за 3 дня, за неделю, за 2 недели, за месяц. Когда? Я знаю, поставки вооружения были до начала. Не было. Не было поставок вооружений до начала конфликта. Это вам рассказывали, что Киев напичкивают вооружениями. Дали нам там, американцы каких-то там 100 джавелинов и там 100 НЛО. Но запретили использовать. Когда у нас же война 2014 года идет. Но не было потока вооружений. Глобальный поток вооружений пошел после Рамштайна. Я не говорю про глобальный поток вооружений, но было. военная помощь была. Не было у нас ни одного Хаймерса, не было ни одного танчика военного. Я не говорю в таком. Не Хорошо, говорю о тяжелых что типах. студенты выпускали ролик, по-моему, или не студенты, кто-то, для зрителей канала, оружие до 2022 года и оружие после 2022 года. В объемах там типа, грубо говоря, до 2022 года нам партнеры передали там 200 автоматов, 200 джавелинов и 200, короче, пистолетов и патроны к этому всему. Ну, насколько я знаю, что поставки стрелкового вооружения были ПЗРК и противотанковых ракетных комплексов. Это были единичные случаи, типа в штуках. Ну, как бы, есть ролик на канале, кому интересно, или у студентов, или у нас. Есть блог расширенный, где расписано по годам, сколько нам чего давали, в какое время и когда. Так вот, первый пункт. Народ Украины, потом руководство страны, потом партнеры, а потом уже спустя довольно-таки достаточно много времени прошло, когда у нас появились добровольцы иностранные. Это иностранные специалисты, которые приезжают сюда и служат в составах различных иностранных легионов, таких как Легион Свобода России, где русские валят ваших русских. Это было намного позже. Но самым костяком и главным, кажется, мотиватором войны стал именно народ. А ваш царь сделал самое главное в нашей истории, в истории Украины. Знаете что? Сплочение. Офицер, старший офицер. Он сплотил нас всех на таком уровне, что этого в принципе никто не может сделать. Каждый прилет в многоэтажный дом террористический объединяет людей. Смерть близких на войне объединяет людей. Я вам включал ролик, я ездил куда-то ездил по бригадам, которые воюют на передке. Из 4 человек, сколько человек говорило на русском языке? Это мы передавали там мавики и там старлинки. Разговаривали на русском. Понимаете, как это работает? Русскоязычные, которых вы пришли защищать, воюют с вами. Я про русский язык коснулся в части. Понятно, что в части. В какой-то, вы же понимаете, что это тоже момент такой. Если он имел место быть, озвучивался. Вы же сами говорили, что у вас есть люди, которые там бегают в ТикТоках, снимают. Вот, да, про всякие там в магазинах, не разговаривая да. со мной по-русски. Вы же признаете, что такой момент имеет место быть. Что сейчас звучит? Воздушная тревога. Воздушная тревога. Прикольно будет, если сейчас прилетит и мы умрем тут. Нет. Нет, а это я могу сейчас прочитать. Взлетели где-то в Каспийском море. Калибры какие-то или хашки эти запускать будут. Отвлекла воздушная тревога, сбила с мысли. Про что мы говорили? Мы говорили про русский язык, про ограничения. Да, русский язык.
Я вам скажу честно, мне за то, что я разговариваю на русском языке, и всем моим друзьям, знакомым, близким, никто никогда ничего не сказал. Ну, это в принципе невозможно, где бы я ни был. Что на Западной Украине, что на Востоке. Точно так же, как и за украинский язык. Как-то так. Что говорит, о чем можно сделать вывод, зная, что ваша доблестная вторая армия мира набирает зэков? Что можно об этом сказать? Да. Ну, лично я к этому негативно отношусь. В принципе, не беря там какой-то конфликт, вот именно этот конфликт, да, просто в принципе это явление, я к нему отношусь негативно. Почему вы негативно относитесь? Во-первых, это неподготовленная масса. Второе, это, если брать в рамках армии тот личный состав, который жил с определенным, в определенной атмосфере, с определенным образом жизни, с определенным уровнем мышления. Вот. И армия любая строится в первую очередь на дисциплине, а люди, не приученные к дисциплине, пытаться их организовать как-то и тем более пытаться вести с их помощью боевые действия, я просто не понимаю, какой может быть эффект от этого для достижения целей. Сделаю ремарку. Они приучены к дисциплине, у них всегда руки за спиной, наклонена голова. У них здесь, как раз в отличие от мобиков, с дисциплиной все хорошо. Потому что они знают, что если что-то не так, им прилетает резиновым прибором в голову, в шею, по ногам. Поэтому они покорны и как никогда. То есть дисциплина там есть. С учетом обнулений. Не идешь выполнять приказ, а обнулен. Ну, я понял, про какую вы дисциплину. Я высказал свое мнение по этому вопросу. А о чем это говорит вообще? О чем говорит привлечение заключенных для решения задач? Их уже сотни тысяч было. Я не знаю, можно ли использовать термин «мобнули из зон». Можно так говорить? Мобилизовали из зон. Наверное, да, кстати. Их же... Я думаю, использование их – это альтернатива именно мобилизованному составу. Вот, по причине того, что, как бы там оно ни было, мотивация у человека сидеть 18 лет или попытаться выжить в течение, там, насколько я знаю, полгода. Да. Вот, сыграть в рулетку со своей судьбой и попытаться закончить свой срок гораздо раньше. Может быть, вот это играет роль. Вот. И на фоне этого, может быть, старание, желание их выполнять задачи будет выше, чем у мобилизованных. Все было бы так хорошо, если бы не было двух «но». Да, первые партии зэков набирались на добровольной основе. Как вы сказали, сыграть в рулетку, выжить полгода. Сейчас на зонах создаются условия, при которых ты будешь сидеть или так плохо, или, можно сказать, не сидеть, или иди воевать. Мы же понимаем, что администрация любого заведения подобного может создать условия для зэков, чтобы они с радостью пошли на войну, потому что в колонии уже типа невыносимо. Это я не придумал, это то, что рассказывают сами зэки. Что он говорит, что у меня тупо выбора не было. Я на ШИЗО просидел там 1,5 месяца, потом ко мне пришли, сказали, у тебя один выход, или еще сидишь дальше тут на яме, или идешь на войну. То есть ломают людей. Я бы не сказал, что все так однозначно. Я бы не стал верить таким утверждениям. Я оперирую то, что слышу. Если это слышу не от одного человека, а от каких-то других, от большего количества, это интервью, это все записано. То есть, если так они говорят, то значит этому есть место. Потому что, наверное, приходит разнарядка. С твоего ИК-55 200 человек через 2 месяца приедем, заберем. Начальник колонии строит зэков. Говорит, кто? 140 человек согласилось. А разнарядка 200. Согласны с моей моделью? Мы же понимаем, что колония это госорган, МО это госорган. А в формате прокомментируйте, когда МО РФ набирает обиженных и опущенных. Тех, кого не берет
Пригожин? Ну, как это можно комментировать, я не знаю. Ну, вы как человек, который побывали в СИЗО, везде, где только можно, вы знаете по-любому про эту категорию. Ну, конечно, Конечно, вы знаете. они не пользуются, мягко выражаясь, уважением со стороны других прослоек уголовного сообщества. Но я эти решения, я же сказал, Да это же- что я негативно отношусь как просто к зэкам, так и к низшей категории Сословие. этой группы, да, социальной. Ну, на простом, если там пацанячьем языке, это тупо жестяк и трешак. Ну, правильно? Ну, жесть. У вас есть государственные награды? Нет. Вообще ни одной медали нет? Есть там за выслугу лет. Юбилейная есть. У меня есть интервью, где сидит зэк и сидит майор, я не помню, как его фамилия, он замполит. Зам по воспитательной работе. Какой-то там части, я не помню. И сидит зэк, который сидел 15 лет назад. Замполит и зэк. И зэк начинает наваливать замполиту, типа, а что мы не люди? А почему нам нельзя второй шанс? А замполит говорит, ну вот так вот, у замполита, у майора такая же позиция, как и у вас. Ну типа что, это неправильная тема. Зэков набирать и отправлять на войну. А он говорит, а что мы не люди, мы что не имеем второго шанса? Мы хотим кровью искупить свою вину перед государством. И я еще хочу вернуться дальше в строй, воевать и хочу получить героя. Зэков награждают государственными наградами. Как вам? Ну, кто их награждает, их действия, не буду комментировать. Красавчики, да? Их решения. А замполит говорит, ну он реально поломался, он хватается за голову, говорит, как это? А если этот чувак когда-то получил свою судимость за то, что убил бабушку, которая несла пенсию, у которой был там ребенок какой-то, внук, инвалид и родителей нету. Его посадили, он потом что-то сделал, ему дали там награду государственную. Это говорит о деградации всего общества, всей структуры и вертикали власти и всего силового блока. Это говорит в первую очередь о нехватке личного состава в регулярной армии. И да, правильно говорит о том, что перед мобиками лучше поставить зэков, потому что ну, с зэка спрос будет меньше. Ну, был зэк и нету зэка. Ну, его еще там прикопают, и никто не будет знать, где этот зэк делся. Я задам, ну, подходим типа, наверное, к финишу. Я не знаю, сколько мы там наговорили. Задам вопрос, на который вы, скорее всего, не ответите, но будет интересно ваше мнение. Ну, с учетом вашей должности, звания, я думаю, вы скажете, я не знаю, или... Кто победит в этой войне? Никто не победит. Что будет? Что будет? Что будет, никто не знает. Вот, но я думаю, в такой войне, где погибло уже столько людей, победителей не будет ни с одной, ни с другой стороны. Я думаю, будет какая-то заморозка, приостановление, остановка на каких-то рубежах, затягивание всего этого. Вот. А дальше, пока не начнется то, что я говорил, пока не сядут люди, облеченные властью, политической, военной, не начнут общаться друг с другом, приходить к каким-то точкам соприкосновения, элементарным хотя бы. Вот. Это будет продолжаться. Я не согласен, ну, как бы это мнение, поэтому победитель будет в любом случае. Победим мы в любом случае, это тут не обговаривается. То, что в любом случае будут какие-то переговоры, это возможно, но не факт. Сейчас ваши хотят переговоры, а наши отвергают. Знаете почему? Наверное, я не могу сказать, не знаю почему. После всего того, что вы сделали, не может быть переговоров.
Вы сейчас по всей линии фронта, по всем фронтам проигрываете. Ну, назовем это таким образом. Все грустно и печально. Да, у нас действительно потери, да, это проблема, но у нас сплоченный народ, и мы помогаем нашим. И вот эти там мавики, которые мы там отвезли уже 5-й раз, это капелька в море, но таких, как мы, их много. И на приколе от того, что я же читаю, что собирают у вас там в телеграм-каналах и выдают там носки вязаные, перевязы, марли, короче, какие-то вообще жестяки. Это показывают по федеральным каналам, как какие-то 8 бабушек сидят где-то в Самаре, короче, в полной антисанитарии готовят перевязочные материалы для военного госпиталя. Ну, руками, короче, нарезают эти марли. Это жесть вообще, это полный трешняк. Не может быть, как вы говорите, замороженного конфликта. Слишком много наших людей, защитников, героев умерло от вас. Слишком много мирных тоже умерло. Мы, кстати, забыли совсем про вашу историю. Расскажите последний ваш день. Как это все было, как вас били, где вас били. Потому что я реально чуть не завтыкал. Сбили меня севернее Харькова. Вот. Выполнял вылет, первый вылет в начале ночи. Вот. После... Какое было задание? Задание было поражение радиотехнической передающей станции. Это телевышка какая-то? Ну, фактически, да. Ну, это гражданский объект был, телевышка? Да. Просто любое слово можно, как был у нас на интервью Красноярцев, тоже пилот, который приземлился и убегал, и потом сказал, я использовал индивидуальные средства защиты и продолжил убегать дальше. А на русском языке это... Да. На русском языке это звучит, и он так и сказал, я говорю, подожди, стой, что это такое? На русском это, я взял свой табельный пистолет и убил гражданского. То есть точно так же радиолокационный... Она так официально называлась, поэтому я применил. Не, я же для людей. Это то есть, как бы официально. На какой высоте вы были? Бомбометание выполнялось 400 метров. Это предельно низкие. Это малая высота. Малая высота. Почему так низко? По заданию так было определено. Вот, для достижения точности бомбометания и уменьшения вероятности обнаружения, ну, соответственно, поражения воздушной цели. Преимущественно используются малые, предельно малые высоты. Для того, чтобы радары не засекли, нужно быть максимально низко к земле. Чем ниже, тем лучше. Ага. Это было какое число? Это было 6 марта. 6 марта. Причем в начале марта их Коношенков, вот этот говорящий, я называю его реально, не буду. С 1 марта он там каждый день чуть ли не докладывал о том, что все средства ПВО противника поражены. Чем вас сбили? Я точно не знаю. Вот, как бы я не могу точно сказать достоверно. Но как вы думаете? Предполагаю, что это была ОСА. Зенитно-ракетный комплекс малой дальности. Советского производства. Вас было 2? Да, в экипаже 2 человека. А где пилот? Пилот я. Пилот вы, напарник? Штурман погиб. Расскажите, как это происходит внутри в кабине. Вы летите, это ночь, то есть темно все. Да, начало ночи было. Вы идете, по сути, только по приборам, по радару, там, по GPS какому-то. Вы знали про то, что в вас что-то прилетит? Или как это? Вот вы летите. Вы успели отстреляться? Я выполнил бомбометание, выполнял маневр безопасности. Это маневр, который выполняется самолетом для того, чтобы не попасть в осколки от боеприпасов, которые сбрасываются. Это резко вверх? Ну да, набирали высоту с отворотом влево. Вот. Типа? Да. В наборе высоты почувствовал удар в задней части самолета. Самолет начал тормозиться. Вот. В кабине
так скажем, погасло все освещение, вот. Потухли приборы, мониторы. Вот. Самолет начал гореть. Вот. Отблески пламени были, ну, в задней части, доходя до фонаря уже кабины, до остекления кабины. Вот. Начали появляться индикации отказов. РИТа начала говорить о пожаре, об отказе гидросистем. РИТа это что? Речевой информатор, установленный на самолетах, который дублирует показания аварийных сигналов. Вот, для того, чтобы экипаж быстрее среагировал на возникающую аварийную ситуацию. Дублируется женским голосом в телефонах, в шлемофонах. Вот. Ну, информация об отказе. Вот. Дальше самолет перестал управляться. Огонь начался уже в кабине, появился. Вот. Самолет фактически уже летел к земле, горел. Вот. Привели в действие систему катапультирования. А пилот сам приводит или система сама может автоматически сработать? Нет, автоматически она не срабатывает, только по действиям одного из членов экипажа. То есть сам самолет не может пилота? Нет. Понял. Вы активировали вдвоем? Да. Катапультировались. Вот. Дальше. При действии кресла, дальше все автоматически срабатывает кресло, все системы кресла по спасению летчика, отделению кресла, заголовника, наполнения купола спасательного парашюта. Все происходит автоматически. Вот. В ходе этого действует перегрузка, очень большая, до 20 единиц. Вот. Ну, кратковременно, на время там порядка 0,4 секунды. В это время человек не видит, потому что при действии перегрузки у него пропадает зрение, отливает кровь от головы. Вот. Потом, когда зрение вернулось, я уже был под куполом парашюта. Вот. Падали обломки горящие вокруг меня. Вот. Услышал автоматную стрельбу. Вот. Вы уже приземлились? Нет, это я снижался под куполом. Вот. А насколько, два вопроса от себя, если можно. Насколько отстреливает от самолета, то есть высота? От самолета кресло, порядка 70 метров. Вообще мало так? Выбрасывает кресло, да. Но на современных самолетах на кресле установлены системы, которые позволяют из какого-то криволинейного движения спастись летчику. То есть кресло после отделения раньше было просто выходило, да, вертикально там, либо с каким-то углом, в зависимости от положения самолета. Вот сейчас кресло доработанное, она как бы подруливает в воздухе для того, чтобы прикольно. Типа стоит был запас. Гироскоп какой-то и 4 пиропатрона, Да, которые... от курсовой система кресла берет информацию о угловом положении самолета. Вопрос второй, который я хотел сказать. Если самолет каким-то боком летит вот так, типа кабиной вниз. И такая возможность есть, но тут уже ограничение по высоте. То есть катапульта может стрельнуть, и оно двумя... И оно будет подруливать. У вас такая штука была? Да. Прикольно. Такое возможно. Это тупые вопросы детские, наверное. Мне интересно. Все. При снижении под куполом по мне велся огонь с земли. Вот, но пули попадали в купол. Это ничего страшного. Вот, в купол попадали. Я приземлился на окраине леса. Вот. Все, скрылся в лесу, там тоже по мне, пилот ваш мне постреляли. Штурмана, штурмана, извините. Штурмана, я так понял, тело его обнаружили позже. Мне уже, когда я находился в СИЗО, показывали. Вам давали опознать его? Фотографии показывали, да. Вы его опознали? Да. Как вас взяли в плен? Вы приземлились, что было дальше? Скрылся в лесу, двигался на север, в сторону государственной границы. Вот. Фактически в районе где-то 3, наверное, часов ночи. Вот. Проходил окраиной населенный пункт какой-то, я не знаю, какой именно. Вот. И был остановлен бойцами украинской формы. Вот. Соответственно, взят в плен. Понял. Потом 424 дня плена. Отличие украинского неба от
сирийского неба? Небо, оно и как бы не отличается, что... Имеется в виду не там, по каким-то характеристикам плотности воздуха, биологическому составу, а по почему там вы летали и вам за это ничего не было, уничтожали города. А тут после докладов ваших, что все средства ПВО подавлены, вас сбили. Ну, наличие средств ПВО, вы как бы сами ответили. Да. Наличие средств ПВО, которые позволяют поражать воздушные цели, ну, во всем практически диапазоне высот, скоростей полета. Спустя более чем 14 месяцев войны РФ так и не достигла превосходства в воздухе, есть такой термин. Можете рассказать нашим зрителям, что значит превосходство в воздухе и зачем он нужен? Превосходство в воздухе – это натовский термин. У нас используется в российских вооруженных силах формулировка господства в воздухе. Господство. Вот, то есть это достижение подавляющего преимущества именно в воздухе авиации. То есть возможность ей действовать без ограничений по направлениям, по районам, по высотам. Расскажите, что это дает на тактическом и стратегическом уровне и почему это так важно для современной войны? Это очень важно для достижения целей и задачей вооруженного конфликта любого. Вот, использование авиации, оно априори очень важно. Нельзя в каком-то одном сегменте, в каком-то направлении действовать и думать, что цели и задачи будут решены. Вот. Все использоваться должно в комплексе для решения задач. Я могу сказать, что благодаря тому, что вы не достигли превосходства, у вас все пошло не по плану. В той или иной мере, спустя там несколько месяцев глобальных перегруппировок, отступлений. Я думаю, это было одно из решающих. Да, то есть факторов, влияющих. Они до сих пор ничего не могут глобально сделать, не взяли ни один город-миллионник по причине того, что авиация не может поддержать их сухопутные войска, правильно? Потому что в полном объеме не может. Да, потому что по тактике и стратегии вначале отрабатывает авиация, потом отрабатывает арта, а потом уже идет там, мотострелки, пехота, там, правильно, такая же типа? Да, ну, если брать все вооруженные конфликты, которые были с начала 90-х в Югославии, Ирак, Ливия, да, где НАТО, Америка участвовали, вот, принимали активное участие, всегда сначала наносились массированные ракетно-авиационные удары, вот, уничтожались пункты управления, средства ПВО, вот, и потом только при достижении цели этих воздушных операций, только после этого наступала какая-то наземная фаза. Совершенно верно. Это ключевой момент. Это реально ключевой момент, и это очень важная история. Нас сбивали много самолетиков, вертолетиков, там, в том же самом Гостомеле. Вертолеты там падали, и К-52, да, сбивались там, и даже там с РПГ по ним валили, хоть не с первого раза, но это ключевой момент превосходства в воздухе. В Сирии у них было полное превосходство. Сколько за весь конфликт в Сирии было сбито самолетов? Ну, немного, точно. Единицы, типа там 2 штуки, по-моему. Да. Поэтому я не знаю, когда выйдет это интервью. Оно выйдет в любом случае после того, как пилот будет обменен. Да. Ощущение. По идее, это будет завтра. Ощущение. Не верится, в первую очередь, что это произойдет. Вот. Ну, слишком долго я уже нахожусь вот, в плену. Было несколько попыток обменов. Вот. До
этого момента ничего не получалось. Очень сильно надеюсь, что получится. Я думаю, те люди, которые находятся в России, тоже хотят вернуться к себе на родину. Совершенно верно. Я думаю, не меньше, чем я. Поэтому, Совершенно верно. Мы все делаем. Поэтому я надеюсь, что стороны, договаривающиеся, те люди, которые решают такие вопросы, все-таки договорятся, решат. Никаких проблем, я надеюсь, не будет. По идее, затронули все основные темы. Я думаю, длинная беседа получилась. Не знаю, сколько мы уже наговорили? Я думаю, больше часа. Я думаю, тоже больше часа. Мне было интересно. Очень редко. 1 из 100 человек, с которым можно поговорить, который умеет рассуждать, имеет логическое мышление, там, имеет свое мнение. Мы прекрасно понимаем, что он находится в плену, мы знаем, что он будет возвращаться, мы знаем, что он очень четко и жестко себя модерирует, можно так сказать, фильтрует. Что сказать, чтобы потом после обмена там не было вопросов. Ну, я думаю, так. По традиции у нас военнопленные, если хотят, обращаются к своим землякам, к друзьям на предмет надо сюда идти, не надо сюда идти, или не обращаются. То есть дело такое. Статистика где-то 7% из 10 обращаются. Что брать с собой надо? Брать с собой? Ну, там, шорты. Что-нибудь. Я не буду никого не агитировать ни за тот, ни за другое решение этого вопроса. Каждый решает сам, каждый думает своей головой. Вот. Я никому не хочу пожелать плена в первую очередь. Вот. Понятно, что альтернатива погибнуть, нахождению в плену, понятно, что в пользу плена, но того, допустим, что пережил я, у каждого свой плен, конечно, у каждого все это происходит по-разному, и того, что пережил я, допустим, я не хочу пожелать никому. Неважно, враг он, друг он, брат или сват. Вот. Поэтому желаю, чтобы все это быстрее закончилось. Чтобы мир пришел на украинскую землю. Вот. Я думаю, большинство населения Украины тоже этого хочет. В любом случае. Поэтому таким образом хочу сказать. Спасибо. Что еще хотел спросить? Красный Крест. Что это за организация? Организация Красного Креста. Общественная организация международная, которая, ну, в данном случае, в тех вопросах, которые я с ними касался, оказывает помощь военнопленным, которые находятся в разных условиях содержания, так скажем. Ну, вот. Оказывает помощь для связи с своими родными и близкими, для того, чтобы в конце концов о них узнали в своей стране, что они живы, не пропали без вести, вот. Относительно живы и здоровы. Вот. Ну и оказывает элементарную помощь, как бы не элементарную, очень существенную помощь и в предметах первой необходимости, и просто в общении, оказании какой-то помощи. Ну и, конечно, самое главное для связи со своими близкими, есть такая возможность. В отличие от всех остальных, сформулировал максимально, подробно и стисло, подробно и кратко деятельность описал Красного Креста. Вопрос, почему Красный Крест считает, что мое и Вовина и других блогеров общение с военнопленными — это нарушение Женевской конвенции? Я ваше интервью не смотрел, честно скажу. Вот как мы его записали, вот так вот оно и будет выложено.
Нет, я имею в виду, не смотрел ваши интервью с другими военнопленными, поэтому Вот точно так же и происходит. я не могу Только сказать. еще во время звонка, только еще во время интервью военнопленный звонит домой и связывается со своими родственниками. Ну, я знаю, я не смотрел, но, допустим, по отзывам тех же пленных, да, которые находятся, ну, некоторые говорили, Мгм. что, ну, зачастую задаются вопросы негативного содержания. Я все понимаю, люди, находящиеся в плену, это как бы ваши враги, и ваша воля задавать те вопросы, которые вы считаете нужным, тут я не могу. Может быть, на фоне этого Красный Крест считает ущемлением их прав, этих людей, потому что у них, ну, как бы нет выбора, что ли, я не знаю. Почему у них нет выбора? Чем вопрос, зачем вы пришли в Украину убивать украинцев, считается негативным? Я же говорю, я не смотрел ваше интервью, я говорю, может Ну, вы быть... как вернетесь, посмотрите, потому что они написали, что мы нарушаем права пленных, что с пленными имеют право общаться только они, и только через них можно передавать записки и так далее и тому подобное. Сколько от вас письмо шло на родину, жене? От Красного Креста вы имеете в виду? Да. Ну, по-разному. Ну, От и до, давайте так. Допустим, ну, по своему опыту, опять же, Да, сужу. по-своему, безусловно. Вот, дольше всех я находился в Киевском СИЗО. Туда Красный Крест, ну, с разной периодичностью приезжал. Бывало раз в месяц, бывало реже. Ну, то есть, если ты написал письмо Давайте в так. их приезд, через месяц ты получишь ответ. Это самое быстрое. Прикольно, в 2022-2023 году связь держать с опозданием в месяц. Ну, я знаю случаи 4 месяца, когда человек написал, а потом только через 4 месяца получил. Они говорят про то, что давать звонить пленным нельзя. Давать звонить? Нельзя. Ну, я считаю, что необходимо звонить. Вот, они говорят, что это очень важно для пленных. мы нарушаем Женевскую конвенцию, мы даем возможность связываться. Они пишут, что есть установленные конвенцией правила, типа пленный может написать записку и через них передать их. Ну, понимаете, тут еще вопрос конфиденциальности. Вы же прекрасно понимаете, что в 21 веке позвонить с угрозами каким-то родным и близким, ну, военнослужащим, которые в плену находятся, это очень просто. Вот. И Да, это как нас касается. Ну, мы когда звоним, у нас все правила соблюдены. Номер мы, естественно, не показываем. Ну, я просто формулирую предположение, понимаете? Почему? Может быть, утекают контакты какие-то, может быть, Да что-то... все контакты всех ваших, к сожалению, и наших есть у вас и у нас. И наши пранкеры, я не поддерживаю эту историю, хотя иногда и поддерживаю историю, звонят вам туда, и вы звоните нашим. Ну и точно так же треплете нервы нашим, и мы треплем. А у нас это происходит. Военнопленный попал в плен, пробыл в плену, Красного Креста не было. Мы приезжаем, он 3-й месяц в плену, звоним маме, мама говорит, я тебя уже 2 раза похоронила. Уже 2 раза приходила, что ты, короче, 200-й. И 1 раз ей даже привезли гроб. Ну там такой тяжелый эмоциональный звонок был. Она говорит, сынок, я тебя 2 раза уже похоронила. В прямом смысле слова. А он ей говорит, да не, я живой, короче. Красный говорит, не, блогеры, короче, делают фигню. Мы нарушили какую-то, на ваше мнение? Вот чисто ваше мнение. Я не вижу нарушений. На этой нотке я предлагаю заканчивать по причине того, что, ну, мне понравилось, как имеется в виду, понравилась суть беседы. Поэтому таке. Спасибо. Не за что. Свяжетесь? Когда вернетесь? Я этот вопрос задаю всем, но прошу. А я думаю, нет. Я думаю, что там ФСБ прибежит и будет куча всяких приколов дальше. Нифига себе.
2 часа 30 минут. Что ты думаешь будет, когда тебя поменяют? Ну, понятно, госпитали, перегоспитали. Что будет? Ну, сложно сказать, я не знаю. За все время, короче, из там 500 человек, короче, человек 100 обещало связаться. Мне интересно, то есть я знаю, что происходит с нашими, когда мы забираем наших. Военные давали возможность съездить. Мы везем их в госпиталь, в санаторий, там, и в госпитале, в санатории с ними этот. Ну, потом они через там 2-3 недели все разъезжаются по частям, и потом по отпускам. Угу. И мне интересно, что у вас, потому что вы ни разу не показывали, ну, вы Россия, в смысле, ни разу не показывали, что происходит там. Человек 100 на камеру обещала связаться, и причем и блатные даже, ну, не зэки, не вагнера, короче, а блатные всякие. Связался только один чувак. Все остальные, короче, ни хрена. Я хочу показать видео. Он связался... Ну, По видео, я с ним записал видео. Просто для общения или там какие-то интересующие вопросы у него задавали? Да, глобальных вопросов нету. Мы так, кстати, не поговорили, что было дальше. Я хочу показать видео, где, короче, как бы его... Как вот это ваш депутат, которая отказалась про мобилизацию электронную подписывать закон? Депутат, которая отказалась подписывать закон про, ну, голосовать за закон про электронное декларирование. Блин. О! Нашел. Ну, прежде всего, я как человек гражданский, не военный, я не понимаю, а где наша основная армия, которой мы так гордились, и которой говорили, что у нее 70% уже перевооружение современным оружием и так далее. Где это все? И вообще впечатление очень большой все-таки поспешности принятия этого закона. Давайте не будем лукавить. Мы все понимаем, на что этот закон направлен. Куда дальше стучаться? Если вы имеете в виду совсем-совсем верховную власть, у меня нет контактов на сегодняшний день, чтобы достучаться, ну а потом я думаю, что вряд ли я буду услышан. После одного из последних таких шумных голосований моего выступления против, я вхожу в лифт. Лифт набит, мы плотно друг к другу стоим, и один человек, который стоит ближе всего ко мне, мы стоим прям как солдатики, потому что места мало, находит там где-то внизу мою руку и крепко ее тихонько пожимает, чтобы никто не видел. То есть он как бы показал, что он со мной согласен, и пожимает мне руку, так, знаете, по-мужски. Ну, а чего ж ты молчал? Чего ж ты, мне кажется, хотелось ему, ну, я не буду его подводить. Ну вот, и мне кажется, таких людей немало. То, что я вижу в нашем парламенте, какой-то сковывающий,
чудовищный страх. Люди боятся. Они боятся, что Боятся сесть выразить или свое ничего, мнение. Владимир Борисович? Боятся, вот как в том примере, который я привела, боятся выразить открыто свою поддержку даже вот тому, кто может об этом говорить или говорит. Вот это показывает все фальшивость и лицемерие нашей официальной пропаганды и идеологии. Я думаю, если бы мы с вами, Да. ну, Не не такого дай мы бог, наговорили. подслушали бы разговор Соловьева и Киселева, вот дружеский, я думаю, мы многое услышали бы того, чтобы нас тоже удивило. Где эта армия? Есть другая нарезка, сейчас попробую найти, где она задает именно прикольные вопросы. Из серии «Какая цель войны?» Это свежее ее интервью. Она не поддержала закон о электронных повестках. Как у вас эта штука называется? Кабинет этот. Ну, сейчас. Может быть, это. Я не понимаю, Да, вот это. и которые говорили, я не понимаю, а где наша основная армия, которой мы так гордились, и которые говорили, что у нее 70% уже перевооружение современным оружием и так далее. Где это все? Я не могу принять то, что я не понимаю. И его это армия из уголовников, которые, вот опять же, абсолютное игнорирование права. Во-первых, у нас в Конституции написано, что частных военных компаний у нас быть не может. Вот. Сегодня проезжала по Москве, видела билборды. Записывайтесь в ЧВК. То есть это билборд, который висит в столице нашей страны с призывом записываться в незаконное, неконституционное воинское формирование. Что это? Приехали. Никто не объяснил, что есть победа и что будет победой. Взятие Донецкой и Луганской областей, сохранение Крыма, что будет победа? Вот когда я слышу этот лозунг победы, объясните, что будет победой? Взятие Львова, Польши, Киева никто не объясняет. Если говорить о заявленных первоначально целях демилитаризация и денацификация, то, судя по каждодневным докладам Коношенкова, сколько сбито самолетов, уже вся армия Украины практически уничтожена. Значит, демилитаризация прошла, но поступает новое вооружение, современное, западное. Тогда что, мы демилитаризируем НАТО? Но это несбыточная цель. Ну что она? Какая цель? Когда все закончится? Не знаю. Наверное, никто на этот вопрос не ответит. Ну кто-то же должен знать. У нас-то есть четкие ответы, понимание, за что мы воюем. Не знаю. Мы. Не, я не про вас. Ну, про у вас нас, понятно. вы же понимаете, что у нас есть четкое понимание, за что мы движем. А вы за что? За важные мечты вашего дедушки царя. Это моя формулировка, которую я придумал и запатентовал. Да. Потому что ничего другого объяснить нельзя. Не знаю, что тут сказать. Исполнителю сложно говорить о задачах того, кто руководит, понимаете. Исполнитель только за бабки может? С мотивом только за бабки? Только за бабки. Ну, это... вы же за бабки. Ну, И плюс приказ. Ну, а преступный приказ. ну, я же вам сказал, что
денег я не получал за войну, понимаете, никаких. Ну, вы плохой пример, потому что мы говорим про 99% всех остальных. С кем вы общались в плену? Много желающих было воевать? Желающих? Вот так в количественном, вот там, на 10 человек идейных. Я хочу сказать, что тех, которые шли на войну ради войны, ну, знаете, есть такая Да. категория, которая вот у него вот так вот только образ мышления, цель вот такая вот она. Пиф-паф. Узкая, да, которые, таких очень немного. Вот. Общался я когда с луганско-донецкими, так скажем, военнослужащими. Вот. Они говорили, что я воюю там, допустим, с 2014 года за свою землю. Вот. Они говорили, нас бросила Украина, вот. Я воюю за свою землю, там, за свою Донецкую область там, или Луганскую. Такие были люди. Вот. Есть которые такой мотив, вот, которые не поддержали смену власти в Украине в 2014 году, которые шли защищать именно свое село, там, свой дом, свой город. Вот такие были. Что значит их бросила Украина? Вы знаете, что в 2014 году зашли ваши войска, полноценная регулярная армия. Про войска я не имею такой информации. Я не буду утверждать там, я утверждаю. или опровергать ее. Я утверждаю. У нас есть ролик, посмотрите его. Вот Хронология, хроники событий всех, что было в 2014 году. От того, как зашел Стрелков, Стрелков-Гиркин, там Моторова, сколько колонн с РСЗВ заехало и кто начинал реально валить. Вот. Такая мотивация была у людей. Вот. Не берем ДНР, ЛНР. Этих недоформирования. Я их называю бандформирование. Знаете, почему люди с 2014 года воюют? Ну, что работы нету. Потому что пришли ваши, вырезали все заводы, вывезли все. Оставили мужиков без работы. Те, кто с умом еще или с чем-то и хотел переехать, переехали. И 90% осталось там, грубо говоря. Таких, что кроме армии никуда не пойду. Был один человек в возрасте. Вот. Ну, не соврать, по-моему, 58 лет ему было. Он был в плену. Вот. Ну, я у него спрашиваю, говорю, ну, как бы уже возраст дедушка, да, фактически. Я говорю, зачем? У него оказалось, что у него участвовал сын, был ранен, был в плену, вот, вернулся там худо-бедно, ну, фактически там инвалидом. И он пошел за него мстить. Такая была мотивация у человека. Ненормальный. Вот. Вы же понимаете, идти на войну, чтобы мстить, это... И он повторил все, что было с его сыном. Ну, фактически только он был не покалечен, просто он... А покалечен он был где? Тот сын? В плену или на поле боя? Я сейчас не могу сказать. Не, ну просто это типа ж принципиальный вопрос. Ну, это принципиально, но я вот знаю, что вот так вот он вернулся покалеченным. Вот. Покалечен, ну да, это война. Наших, знаете, сколько покалечено от ваших снарядов ракет? Это понятно. Такая мотивация. Ну, то есть ответить на вопрос, я иду мстить за сына, убивать украинцев? А вопрос он не хотел сам себе задать, а чего его сын пошел убивать украинцев? Ну, вы же спросили про мотивацию. Я не стал у него спрашивать. Ну, хорошо. Человек гораздо старше меня. Я понял. Поэтому А большинство о чем говорит? Большинство пошел, потому что пошел. Вот, ну, без каких-то веских причин, без лютой ненависти там к украинскому народу. Вот сейчас я их там как вот пойду и это самое, такого прям вот, ну, фанатизма. Просто, ну, в СМИ, допустим, да, вот, имею возможность смотреть телевизор, да, вот, ну, вот, такая, не то что волна, а просто направление такое, действие СМИ, что вот, ну, россиянин идет воевать с украинцем, пылая там лютой ненавистью, ища фашистов здесь. Лютой ненависти нету никакой, понимаете? Вот, ну, у меня даже вот нету ненависти к тем людям, которые ко мне в плену, ну, так скажем, мягко говоря, не очень хорошо относились, понимаете? Ну, вот
даже вот так вот, ну, посади передо мной и дай мне там оружие, я ему ничего не сделаю и пальцем его не трону, понимаете? Вот даже, ну, вы же понимаете, в плену по-разному бывает. Вот. У меня не то, что там к украинцам нет ненависти, вот даже к этим людям, которые вот так вот. Я понимаете? могу ответить на вопрос. Потому что те люди, которые, возможно, вам делали плохо в плену, делали или не делали, я не знаю, это ваши слова. Но я знаю человека в СИЗО, который, ну, там, зеленый, да, назовем их, охраняет, ну, конвоирует, Ну. ну, там, на продоле где-то стоит, у которого семья погибла Да. от ракеты. И он ходит на работу, и он смотрит на вас. Что у него внутри? Ну, это сложно сказать. Ненависть это самое простое, наверное, Ну, слово. я думаю, ну, сложно описать, что у него внутри. Соответственно, да, и сложно... Ну, он ходит, смотрит на вас. И какие у него там чисто человеческие инстинкты внутри. Что он хочет сделать с вами, видя, что вы в плену. Вот вы есть, вас кормят, вас лечат. И все равно вы есть. И он с этим не может сделать. Ну, может что-то сделать. Но все равно я сейчас на вас смотрю, вы живой, здоровый. Насколько это можно сказать, руки, ноги есть. Поэтому ненависть порождает ненависть, зло порождает зло. Вот. Клубок этот, как цепная реакция. Совершенно верно. И ту ненависть, которую вызвал ваш царь по отношению к вам всем, я не знаю, сколько должно пройти поколений, чтобы мы, украинцы, как-то вообще начали думать в каком-то положительном, да я не могу даже сейчас себе этого представить. Вы для всех будете убийцами и мародерами. С учетом того, сколько есть видеозаписей, хроник этого записано. Ну, я не знаю, почему настолько тупые у вас люди, которые мародерят в магазинах, насилуют людей и при этом не может задрать свою тупую башку вверх, посмотреть, что его камера снимает. А потом ваш говорящий усы будет говорить: тут не все однозначно, надо подразобраться, эту форму может одеть один, только чувак. То есть оно как-то всегда получается, тут удобно, тут неудобно. Голову когда отрезали нашему бойцу. Что это? Ну, вы же видели это видео. Это ужас. Кто так делает? Война? Какие нахер Женевские конвенции, какие нахер правила ведения? Ну, это что? Каннибалы в чистом виде. Что Сталин, что Путин, что Ленин. И вам же ничего не надо. Нахрена у вас лежит чучело в мавзолее на Красной площади? Можете рассказать? Да. Ну это ж бред. Он что, какой-то фараон, которому 1000 лет, там, или какой-то там, я не знаю, кто там в других цивилизациях, там, кому поклонялись, или кого там наоборот бальзамировали, чтобы следующее поколение смотрели и не повторяли ошибок. Если брать по аналогии с фараоном, так надо на Ленина ходить и смотреть, что это тиран, на которого вообще все его деяния были, противоречили всему. Сталина положили, но убрали. Сейчас опять везде строгаете эти памятники Сталину. У вас кровожадная нация. Вы можете мне хоть назвать в современной РФ хоть пятилетие, где вы ни с кем не воевали? Вы знаете, это штамп, наверное, знаете, вот такой. Какой штамп? Вот это, ну, не знаю, такой какой-то кровожадности. Ну, Ни хрена себе, давайте не про штамп. Какую... ну, это такое, знаете, как журналистское мнение. Вот особенно это касается западных журналистов. Ну и я так думаю, понимаете? Берем меня. Ну, С какого года Украина независимость получила? в 91-м. До какого года у нас не было никакого конфликта, и мы никуда не нападали, ничего не делали? Ну, 2000, получается, 14 год. Что в 2014 году произошло? Донбасс. Донбасс, и вы отжали Крым. И на Донбасс вы зашли войсками, и не все так просто там было. Вы просто эту историю не изучали. Вы не то, что не изучали, вам эту историю не рассказывают и не показывают по телевизору, как колонны техники заходили на Донбасс в 2014 году. Как они расставлялись, как они валились.
как ваш царь рассказывал, и пусть они попробуют стрелять по мирным женщинам с детьми перед нашими военными. И да, шахтеры нашли все эти вооружения в шахтах. Или купили в военторгах. Ну, вы же верите, что в военторге можно купить современный Тигр или Граду модернизированный на каком-то там шасси? Ну, понятно, Ну, что это невозможно. шахтеры нашли в шахте. Ну, так а назовите мне вот 5 лет в современной России с 90-х годов, когда не было ни одного конфликта военного, где она не воевала или не воюет до сих пор. Период. Ну, я думаю, когда Вторая Чеченская закончилась, вот, в тот период, то обострение на Кавказе, которое потом это все Дагестан потом был. сглаживалось. Давайте, смотрите, я буду Ну, перечислять. Вторая Чеченская война началась именно с Дагестана, правильно? Правильно, То есть Чечня-1, Дагестан, Чечня-2, потом Грузия, потом был Казахстан, потом мы, Украина, Абхазия еще, Приднестровье. Ну, Грузию с Абхазией сюда как-то, ну, я не знаю. Ну чего нет? Кто нахрен в Грузии движевал? Ну, началось оно же с того, что Вторая мировая с чего началась? грузинские войска, Вторая мировая с чего началась? когда вошел Гитлер в Польшу. И что там дальше делали Красная Армия? Но То есть смотрите, мы же как взрослые люди понимаем, что вот вы начинаете оправдывать грузинский конфликт. я не Не оправдываю, оправдывать, просто, а причина была другая. По итогу, кто там движевал и воевал, чьи самолетики сбивались и кто обстреливал города. То, что причину можно сделать, все войны начинались с какой-то фигни, вы сами говорили. Ну, И это можно все смоделировать и в Южную построить. Осетию уже вошли грузинские войска, правильно? Да, и что дальше? А в Сирию кто вошел? Где нахрен Сирия, короче, и где Рашка? Сколько расстояние от Сирии до Рашки? В Сирии война началась в 2011 году, когда туда турки с американцами Вам какое дело до того, что там происходит? Вам какое дело до того, что происходит в Сирии? Лично мне никакого дела. Васе Пупкину, который живет в Улан-Удэ, какое дело? Он Сирию на карте не покажет. Вася Пупкин из Улан-Удэ скажет: у меня в стране 158 миллиардов человек живет, и мне все хорошо. Ну, какие-то геополитические интересы. Страны, они всегда, государства их преследовали. А почему вы не можете просто жить, развиваться и делать страну богаче? Газ провести во все села? Ну, вы же понимаете, Дороги проделать. что в дорогах и в газу жизнь государства не заканчивается. Я имею в виду, что действуя только в этом направлении, никакое общество толковое не построишь, понимаете? Не только все в вашем не только все случае, в я дорогах. утверждаю, у вас общество не то, что не толковое, оно бестолковое. Оно не знает ни истории, ни о себе, ни про себя, ни о соседях. И это очень удобная модель, которая реально у вас в Рашке сработала. У вас все загнаны в кредиты, в долги, в нищете, как рабы, которые херячат там на станках. И когда пришло время... Вы очень обобщаете. Я говорю... Очень сильно обобщаете. Я не говорю про элиты, миллион человек, которые выехали, когда началась мобилизация. Сколько там? 3 миллиона человек выехало. Это 2% населения. Те, у кого были бабки, у кого был мозг в голове, чтобы сделать правильное решение. Но большинство-то где? Я делаю эти выводы на основе своих разговоров с пленными. Я думаю... Они корень из 49 не знают. Я не говорю там уже про гипотенузу. Или там про катеты какие-то. Или косинус. Ну, это, Я говорю это ужасно. Население страны, я реально не прикалываюсь. Из 10 человек 3 только знают о том, что население своей родины около 150 миллионов. А числа там миллиард, там 20 миллионов. Чувак говорит... Это общий уровень деградации населения. Жесткий. Вот, это то образование, то навязывание непонятных ценностей европейских, в том числе, которые с 91 года. Вот. Ну и, соответственно, развал весь. Да, при чем тут европейские ценности?
А чем вам не нравятся европейские ценности? А ну, что вы понимаете под европейскими ценностями? Просто тоже Смотрите. очень интересный вопрос такой. Отвечаю. Для меня ценности, я не делю их на какие-то там региональные, там европейские, Не, ну, есть американские. просто же, ну, такое, как бы, расхожая формулировка европейские ценности. Ну, Многие ими оперируют этими давайте. словами, а как бы Давайте. что под ними подразумевается, непонятно. Вот, допустим, лично мне, вот, ну как вот так, вот так, Смотрите. вот так это европейские ценности, а тут, допустим, вот так, вот так, вот так. Это Смотрите, российские ценности. Смотрите, я подхожу к этому более тривиально, а именно, у вас, я понял, о каких ценностях вы говорите, к своему сожалению, умею думать, наверное. Это там пропаганда ЛГБТ. Пропаганда, ну вы же про эти ценности, пропаганда Ну, ей там... это да. один из моментов таких. Вы спросили мое отношение, да? Я спросил, что вы понимаете под формулировкой европейские Я ценности. вам сразу говорю, что я не делю на европейские, не европейские. Я делю ценности на внутри своей страны, внутри моей семьи. Есть некие ценности. Например, там, к родителям обращаемся там, на ты или на вы. Ребенок к маме, папе обращается на ты или на Ну, вы. это общая культура воспитания. Правильно. А ценности, от этого зависит воспитание человека. Мне, например, лично, там, ей ЛГБТ, там вот эти все движухи вообще не нравятся и не импонируют. Но мне на них тупо похер. Они есть и есть. А если они придут в вашу семью? Ну, придет, я очень утрированно говорю, придет человек. Мы называем все русскими именами. Если мой сын если станет геем, да? Даже нет. Придет человек и напишет на стене там в вашем доме там гомосеки это хорошо или там. Нет, за это он получит в голову. Или, потом... или флаг повесит. Нет, стоп. Отвечаю на этот вопрос. Если он придет и сделает то, что вы говорите, если я буду дома, во-первых, он получит от меня в голову, во-вторых, будет полиция, и он это все уберет и будет наказан за порчу имущества и так далее и тому подобное. У нас такого нет в Украине и не было. Понимаете, и в Европе такого нет. Это же я очень утрированно, Давайте не очень, утрированно. очень примитивно. А когда это в голову потихонечку по полмиллиграмма, блин, каждый день, допустим. В каком виде, например? Из СМИ. В каком виде, например? Ну, допустим, из СМИ. Ну, там, прошел в Киеве гей-парад. Посмотрела на это вся страна. Один раз посмотрела, второй раз посмотрела, третий раз посмотрела. Сначала человеку это кажется диким, да? А когда на 10-й раз он это увидел на улицах, он скажет, ну, как бы, само собой уже разумеется. Согласны, что такое может быть? Отвечаю на ваш вопрос. Лично мне не нравится история с гей-парадом или там с какими-то меньшинствами. Это с одной стороны. Это лично моя позиция. С другой стороны, они есть, и это факт, и это нужно осознавать. То есть закрывать глаза — это самая примитивная конструкция в жизни, когда мой дом в ракушке. Ну да. Но вы же так сказали, вот у меня в доме такие ценности общие, ну как бы лично мои ценности. Вот я так воспитываю детей, и я надеюсь, что вот это вот какая-то зараза, которую я не понимаю, неважно кто это, вот оно ко мне в дом не придет. А если вот оно так ненавязчиво, мягко, не вломился к вам кто-то, а потихоньку к вам это будет прививаться. У вас в Рашке нету гей-клубов, ЛГБТ всяких движух, в которых каждый там еще 10-й депутат замешан? Так я с этого и начал разговор, что это с 91-го года подмена ценностей. А до 91-го года не было этого всего? Было, но, по крайней мере, статья была за это, да, и в психушку их сажали. Ну, насколько я... У вас статья точно такая же есть статья. И у нас в Уголовном кодексе есть статья. Неприродным, там, изнасилованием неприродным способом. Неприродным способом. Ну, изнасилование, это понятно. Ну, грубо говоря. Не, а какая должна быть статья? Что если ты гей или ты там кто-то, тебя за это надо посадить в тюрьму на 20 лет и кастрировать? Ну, в Советском Союзе было такое. Было же кто такое. Кто разрешил или кто... почему Советский Союз тогда убрал эту статью? Россия убрала. При Почему? Ну, я не могу ответить на это. А при каком депутате, при каком царе убрали? Может, этот царь тоже был такого? Не знаю. Не могу сказать. Ну, хорошо, это были европейские ценности.
Да. Для меня ценность А. Свобода выбора, Б. Свобода передвижения. С. Свобода мысли, свобода голоса. Мне все равно, короче, на многие истории. Меня это не трогает, я не трогаю. Мне никто не навязывает. И нам по телевизору не навязывают. Тут же прикол в чем? В том, что у вас, если открыть телеканалы, у нас даже делали чуваки аналитику и нарезки часовые. У вас есть понятие такое воспоминание, не воспоминание, а упоминание определенной темы в эфирах телерадиокомпаний. Так вот, Украина у вас в ваших федеральных каналах занимает 75% всего эфирного времени. Обсуждение наших руководителей страны, обсуждение наших граждан и обсуждение Украины как таковой. Вы, наверное, берете ток-шоу различные. Я вообще не смотрю ничего. Я открыл аналитическую статью, где написано из топ новостей. Украина, упоминание столько-то, столько-то, столько-то. Я не говорю про ток-шоу, где там Соловьев с Киселевым, со Скобеевым изначально 40 минут трэша, короче. Биоголуби летят на Удмуртию, короче. Будут кусать только Сергеев и Иванов, короче, по понедельникам. Но это ж бред, это у вас такое наваливает. Ну, это вопрос в первую очередь информационного противоборства. И я... В чем может быть, я перебью, я очень хочу, в чем может быть информационное противодействие, когда по новостям рассказывают, что у нас есть биолаборатории, которые выращивают биоголубей, которые будут включить? Ну, я вам верю. Включить? Кто такой Михалков? Никита Михалков, режиссер. Да, ну, типа авторитетный перец. Ну, общественный деятель. Так этот Вася, короче, на всю рашку рассказывают. Они там выращивают биоголубей, которые должны полететь, короче, по специально заданной траектории и напасть, короче, на вас. Включить реально. Ну, да я вам верю. И я вещается... этого, конечно, не видел и не буду там это самое. Не, чтобы мы были на одной волне, короче, вы мне прокомментируете этот бред, потому что, тут вопрос другой. Нахрена мы вам вообще, короче, нужны? Чего нас просто не отпустить и все, Я не знаю. Так, Михалков, Google. Михалков, био. Выяснив, Он что там звезда. готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах, украинцах, это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового. Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертельных... Илон Маск. Парируйте. Биологическое оружие, оно имеет место быть, вы согласны? Базара нет вообще. Тут базара нет. Это
как бы, Согласен. можно этим заниматься Не, в я любой, тоже- в любой стране. Если это в Resident Украине, Evil я тоже смотрел, мне нравится фантастика. Вопросов нет. Я понимаю, что есть биологическое оружие, где можно там ампулой, ваш любимый новичок, биологическое оружие. Вопросов нет. Это я понимаю, знаю, вы в этом преуспели. Что мы только что послушали? я не знаю, как комментировать. Не, давайте, вы комментируйте. Вы цельный подполковник, короче, умный человек, по крайней мере, по сравнению с 99% пленных. Ваш генерал, ваш, по сути, Ну, начальник. это официальная позиция, официальное мнение. Вы вот. как можете прокомментировать официальное мнение, позицию? Я считаю, что, наверное, это сейчас невыполнимо. Помимо Вот того, такой- что вот это так- невыполнимо. Вот такая организация этого. Как можно отличить? Вы славянин, типа по этносу? Да. А я? Тоже. Ну, да, ну с глазами все нормально. Там. Как можно птицу, которая заражена чем-то, летящая по по какой-то траектории, вот мы стоим на улице, и она летит и думает, так, мне надо, короче, ну, что это за бред? Ну, это же бред. Ну, это, я не знаю, как сказать. Ну, что вы боитесь сказать? Вот в этом же вся конструкция вашей пропаганды. В том, что вливается ведрами куча не то, что бреда, а вообще это... А когда ты говоришь, что это, ну, тут надо разобраться. Есть же биологическое оружие. Но оно же есть, Есть, фактически. Понятно, что биороботы. микробу без разницы, какой человек, черный или белый, Да. или желтый, блин. Ну, я думаю, что там по цвету как-то можно. Ну, вообще, в принципе, микробу похер. Определенный этот. Ну, по сути, он несет, что один, что второй бред. Несусветный. Но это вливают вам в уши. Чем нагнетают и чем настраивают. У меня там, короче, хохлы эти биоголубей заразили и нас всех будут атаковать. Там и это развивалось дальше. Они толкали эту штуку, пока у вас сами пропагандоны не начали говорить, да что вы несете, типа, что вы дичь какую-то двигаете. Короче, раскритиковал. Призвали вчера или позавчера после атаки дроном. Но я считаю, что это вы сами по Красной площади себе валили. Ваши депутаты призвали боевых орлов. Или ястребов. Слышали про это? Нет. Ну, про дрон на Красной площади я слышал. Короче, пропагандист, вот, российских орлов заставят ловить беспилотники. Не шутка. Проект Госдуры депутат Журавлев заявил, что нужно сформировать эскадрилью орлов, которые будут патрулировать небо и ловить дроны. Это реально есть выступление этого депутата Журавлева, который это говорит и он формирует. Тут, короче, уже Соловьев... Орнитологов подключили. Можно обучить орла сбивать дрон или нет? Ребят, вы что, совсем что ли ебобо все, а? У вас вообще мозги какие-нибудь есть? Вас в каком виде зачали родители? Какие орлы к ядрене фени? Вы что несете, мрази вы конченые? Орнитологов подключили. Это прикольно, когда, короче, пропагандисты, а Соловьев Лайв это уровень такой, топчик федеральный, который каждый день приходит и там 10 миллионов садится и, короче, там все дела. Но когда они начинают уже гнать, то есть тот вчера выступил, что надо бы, можно орла научить дроны сбивать? Я не знаю. Ну это же бред. Ну, во-первых, орел, скорее всего, его не догонит. Во-вторых, короче, ну это бред, это чушь. Дрон должен сбиваться чем? ПВО. Ну, В первую очередь, да. ну да. Средствами Ну не, радиоэлектронной короче, орла учить. Как это?
И эти ж сразу, это же не монтаж, это от сегодня. Комментарий пропагандиста: не понравилось идея отправлять орлов сбивать дроны. У него случилась истерика. И у вас все вот так вот, каждый день этот можно, вчерашний день можно взять, разобрать, и, ну это не то, что клиника, психика, короче. Это надо, я не понимаю, что курить, употреблять по венам себе там, чтобы такое придумать. Но я думаю, основная масса не смотрит. Смотрит, в этом же проблема. Смотрит. Не знаю, я... Рассказываю. например, Чувак, который Я, например, связался, ток-шоу эти ну, у вас смотрел. нету тупо времени на это. Да и у меня желания все такого не смотрят. 85% приходят домой, включают после работы и тупо смотрят это на кухнях. Я вам рассказываю историю. Пленный, который связался из Питера, чувак, Петя из Питера, связался со мной после обмена. Мы с ним разговариваем. Ну, тупо разговариваем, короче. На видео я записываю, есть этот ролик. Поменяют вас, посмотрите. Не что-то мы там, что, как дела туда-сюда. Я говорю, что делаешь? Смотрю новости. Я говорю, ну, хорошо. И что он говорит? Ну, у вас же там все плохо. Я говорю, то есть? Говорит, ну, вот только что передали, что 100 бойцов ВСУ замерзли. Их там половина ампутантов, половина умерших, короче, нашли ваши освободители и типа забрали к себе. Я говорю, то есть замерзли. Ну, вот по телевизору передавали. Я говорю, ну, давай, включай. И он поворачивает телефон и там включает звук, и как раз этот сюжет валит. И показывают: трава, бегущая камера, ничего не видно, ничего не понятно. И с интонацией пропагандона, короче, чувак в эфире наваливает. 100 боевиков ЗСУ получили обморожение, половине пришлось ампутировать конечности, вторую половину спастись не получилось. Я говорю, Петя, ты вообще вменяемый? Он говорит, чего? Я говорю, ну смотри, как ты себе представляешь, 100 человек замерзло? Он, ну, заснули там, спало одеяло и замерзло. Я говорю, Петя, тебе показывают по телевизору зеленую траву. А это был уже середина марта, наверное, я не помню, короче. Уже не было там минуса, в принципе, было. Я ему открываю погоду, говорю, Петя, сейчас, короче, плюс 6 или там плюс 3. Я говорю, можно получить обморожение? Он, не, ну если с мокрыми ногами, короче. Я говорю, Петя, ну нахрена ты придумаешь отмазку несуществующей истории? 100 человек легло штабелями, у всех спало одеяло и все замерзли. Я говорю, ты реально? Он такой, ну да, если так разобраться и так подумать, поразмышлять, то, наверное, это, короче, не может быть. Я говорю, ну если человек, типа, он склонял к тому, что они были мокрые, поэтому замерзли. Я говорю, то есть 100 человек умышленно мокрые в мороз. Просто сели, короче, в окопе, легли, перекрестились и типа будем замерзать. Чтобы утром их всех нашли, короче, освободители. Он говорит, ну да, херня. Я говорю, так нахера? Ты пришел воевать, тебя не убили, ты попал в плен, ты сидел в плену. Ты знаешь, что все было не так. Его еще и бросили там на поле боя, короче. Ты вернулся. И сейчас сидишь опять, слушаешь лапшу и, короче, хлопаешь в ладоши про там какую-то у вас очередную перемогу и про 100 замерзших. Он, ну, не так все, короче, однозначно. Насколько вы зомби? Вы с утра до вечера впитываете вот эту хрень. А депутатша, что я включал, что неправду сказала? ЧВК запрещены, бигборды висят. У ЧВК американское изобретение. Да не важно какое изобретение. В прямом, это у вас прямая норма нарушения. У нас точно так же ЧВК запрещены. У нас нет закона. У нас уголовная ответственность за наемничество. Если тебя поймают с автоматом, и ты будешь говорить, что ты какой-то наемник, тебе тюрьма. Но добровольцы приезжают, подписывают контракт и воюют на нашей стороне. Получают медицинское, там, в случае ранения что-то, получают зарплаты. И да, это все чуваки, которые до этого воевали во всяких там Афганистанах, снайпера, там, ну, грубо говоря, профессионалы. Ну их мизерная. Вот мы буквально недавно думали на эту тему, сколько этих наемников, не наемников, добровольцев.
Их там, я думаю, и там 3000 нету. Это много? Я думаю, ни вы, ни я точное количество в процентах. Безусловно. Но их... Но по отзывам пленных, что говорили, зачастую, очень часто приходилось им сталкиваться. С чуваками иностранцами я точно так же. Мы тоже дроны отвозили в иностранный легион. Приехал один чувак из Польши, второй чувак приехал, по-моему, из Италии. И шо? Ну, и шо? Есть легион, он подчиняется нашим сбройным вооруженным силам. Но приехали люди нам помогать. Да, это те, кто, за бабки, короче, как мы говорили, военный. Он когда-то воевал, ему зашло, он другой жизни не видит. Почему нет? Рекрутируют добровольцев. Ну. Но это не зэки из тюрьмы с бигбордом «Иди в ЧВК». Не зэки. Тут я согласен. И разница же принципиальная. Этот чувак приехал из страны, которая живет по уровню лучше, чем мы. Те же самые американцы. Но вы же понимаете, что он сюда приехал не защищать, ну, понятно, защищать, но это не идейное его, Конечно. не внутреннее, Конечно, там его, вот ну, я пошел конечно. отдельно взятого Есть- украинца спасать. Есть понимаете? такие, ну, я же сразу сказал, они приехали сюда, первое, за бабки, и короче, им это нравится, это их типа тема. То есть он не может найти себя на гражданке, ну, или где-то там. Есть такие, что очень много иностранных медиков, волонтеров, которые, волонтерят и медики. Да, я понимаю, что он про Донбасс и про Киев знает немногим больше, чем вы. Безусловно, даже спорить про это не стоит. Президент наш обратились там другие силовые ведомства. Все, кто хочет повоевать, приезжайте. Да, там есть тоже много проблем. Там есть те, кто приезжают и сразу понимают, что здесь война. И они типа потом петляют назад. Такое тоже есть. Везде это есть. Процессы, что они... Нету такого, что... Одинаково. Они везде есть. Одно дело брать зэков, которые насиловали, мародерили, убивали. А потом чуваки освобождаются после 6 месяцев контракта и идут кошмарить село. Это же ваши новости. Это же вас по федеральным каналам показали, когда начали Пригожина опускать. Что типа Вагнеровец, вернувшийся после специальной военной операции, кошмарит село уже там 6-й день. Ходит, типа, ко всем пристает. И сидит полицейский. Могу найти сюжет. Он есть. Как я все говорил, что есть, это тоже. Я видел, по-моему. Видели? И стоит полицейский и говорит, а что я ему могу сделать? Ничего не могу сделать. Ждем, пока он что-то совершит, короче, чтобы был повод его закрыть. Он за какие идеи воюет? У него была четкая идея. Побыстрее выпрыгнуть. Правильно вы сказали. 18 лет или полгода. Или полгода. Короче, такое. Ладно.